Ребят, огромное вам спасибо за то, что вы продолжаете поддерживать нас всеми возможными способами, помогая снимать такие важные для нас, надеюсь, и для вас тоже выпуски, как этот. И важно смотреть его ни на что не отвлекаясь. Для того, чтобы избежать всех ненужных внешних помех, я советую прямо сейчас скачать надежный Blan VPN. Ссылка в описании. Я никогда не хотел стоять у микрофона. Никогда. Я пытался построить новую музыкальную вселенную, чтобы показать факт всем этим говнорокерам. Это мы, настоящая петербургская группа, а не вы. Руки помнят. Да. Россия раз в 100 лет сама себя стряхивает всех вот таких, как мы. Когда-то убивает, когда-то изгоняет, когда-то и то, и другое вместе. Меня сильно исправила эмиграция. Когда ты превращаешься в никого. Как написать хит? Что нужно сделать, чтобы песня зацепила? А что людям нужно сейчас? Веселиться. Ну, как-то так, чтобы не забывать, что на самом деле происходит. Как живописно деревня. Вообще как красиво. Да, это Финский залив. Маркизова лужа или Восточное озеро, как говорят в Швеции. Длинная вот эта колбаса мелкая, которая заканчивается как раз сразу за Кронштадтом в Петербурге, Васильевского острова. Это что за деревня? Это Кясму. Это классическая база эстонских контрабандистов. Есть отличный фильм, называется «Огненная вода». Как ребята отсюда, именно из этой деревни, возили на лодках. И была, говорят, даже подводная лодка маленькая. Возили в Финляндию, продавали алкоголь. В советское еще время и в 80-е годы. И крепко на этом заработали. Поэтому, как мне эстонцы сами рассказывали, все особняки здесь, которые самые крепкие, это следы вот того богатства, которое ребята нажили торговлей с Финляндией подпольной. Сейчас уже, конечно, не существует, потому что все тут уже паром. 2 часа и ты в Хельсинки. Возить ничего не нужно, но вот раньше так было смешно. Да, и, и соответственно, здесь рыбацкая деревня, и здесь прекрасный морской музей. Он частный. Очень милый, очень такой домашний. Куча артефактов старинных, морских, рыбацких, эстонских, советских, финских, шведских, связано с этой территорией. Там Финляндия. А Петербург где? Там. Скажи, Гордеевой, скажи. Жень, ты человек, наиболее самоотреченно занимающийся музыкой всю свою жизнь из тех, кого я когда бы то ни было встречала. Я бы хотела поговорить, с одной стороны, о твоей жизни в музыке, а с другой стороны, попробовать в течение этого интервью составить такой плейлист, которым мог бы стать саундтреком жизни твоей. Или я могла бы его слушать и становиться чуть-чуть счастливее, или кто-то из тех, кто нас смотрит. Мы с тобой, когда ехали, сейчас немножко говорили о том, что так устроена странно память, что она вычеркивает какие-то целые кластеры прошлой жизни. Огромные кластеры вычеркивает. Я думаю, что память помогает нам преодолевать какие-то штуки, стирает то, почему мы можем тосковать, чего можем болеть, оставлять нам только самое лучшее. И огромное количество негатива уходит. Время не всегда лечит само по себе. Человек сам себе помогает. Вернее, наш мозг как-то он устроен. И музыка здесь очень сильно помогает, конечно. Есть одна прекрасная серия пластинок. Вот такой есть проект, называется Caretaker. Хранитель. Он написал музыку для своего отца больного, чтобы он ее слушал. И имитирует тем самым его восприятие жизни. У него была уже деменция, и он все абсолютно забывал, и он стал записывать музыку, как если бы эта музыка звучала в голове у его отца, который потерял какие-то дальние отголоски того, что звучало в 50-е, в 60-е годы, какая-то такая через кучу пространственных и таких тембровых обработок. Что-то звучащее, как из-под подушки, из соседней квартиры, такая очень странная
зыбкая такая звуковая атмосфера. И вот как раз это работа со временем, я часто это слушаю сейчас, в терапевтических абсолютно целях. И прям такая очень уютная и тревожная чуть-чуть одновременно. Фоновая абсолютно история. Не то, что можно было слушать, углубляясь туда. Просто включаешь, тебе нужна атмосфера. Это наивность. Мы сейчас часто включаем музыку только для атмосферы, чтобы спокойно. Либо никакой. Как будет трудно с плейлистом? Потому что, во-первых, я их составляю бесконечно. То есть у меня их такая прямо целая грядка, их не знаю сколько, пара десятков точно. И на всякие разные случаи жизни. Когда-то работал музыкальным редактором в петербургском отделении ВГТРК. Это было еще в начале 90-х. В мои задачи входило подбирать музыкальное сопровождение к немузыкальным программам. Допустим, какая-то передача про архитектуру, про что угодно, какие-то праздники. И это была интересная очень работа, потому что было возможно копаться в фонотеках Дома радио в Петербурге на Итальянской улице и там выискивать всевозможные абсолютно архивные вещи, интересные, там были уникальные штуки. И с тех пор у меня появилась привычка, я еще работал на радио долгое время, еще у нас была такая радио «Катюша». Да. Очень смешная радиостанция. Знаешь, как она получилась? Была некая частота зарезервирована некой американской компанией для будущего радиобизнеса. Но руки к этой компании до этой частоты пока не дошли, и чтобы не отобрали лицензию, нужно было, чтобы оно функционировало как-то. Сначала они придумали какую-то ретро-волну, поэтому назвали радио «Катюша». Но в итоге она стала абсолютно такой хулиганской радиостанцией, где работали все друзья-музыканты. Была отличная такая синекура. То есть можно было заниматься любимым делом, просто ставить свою любимую музыку. Туда приходил каждый человек, например, я или там Сережа, наверное, еще масса людей, музыканты. Один играет heavy metal, кто-то занимается техномузыкой и так далее. И все так или иначе имеют отношение к известным группам до сих пор. У каждого есть 4 часа, и человек ставит какую угодно музыку абсолютно. Единственное, что нужно было включать, очень смешные, кустарно сделанные рекламные ролики и выпуски новостей 2 раза в час. Все остальное время ты абсолютно свободен, можешь говорить, особенно вечерами. Я знаю людей, которые до сих пор слушают, и фанаты вот тех лет, и даже на рутрекере есть выложенные эфиры радио «Катюша», потому что слушали все постоянно, потому что это было очень интересно, абсолютно непредсказуемо. Там, например, мог чередоваться Кобзон или Киркоров, в шутку поставили каким-нибудь металлистом между двумя супер black metal группами. У меня были свои там часы, меня звали Женя Сенкевич, потому что я пришел туда с идеей программы музыки разных народов. Легкая была пародия на то, что делал Сенкевич по телевизору в советское время. Так или иначе, это было очень круто. Это продолжалось несколько лет, пока все-таки не пришли американцы, или все не перестроили, и уволили всех, оставили нескольких человек, которые хотели остаться уже в коммерческом формате, типа 100 хитов или что-то, типа Элтон Джон. Хорошая, вечная поп-музыка. Вот знаешь, что был руководителем, генеральным директором этой радиостанции, как мы его не видели никогда? Вы знали, что какой-то болгарский человек? Христогрозев. Это был Христогрозев. Это я узнал уже потом. Я когда-то очень хотела взять у него интервью и готовилась. И поэтому его творческий путь я внимательно отследила. Я об этом узнал буквально недавно из какого-то интервью, что ах, вот кто был этот болгарин, который нас всех уволил. Это был он. А какую музыку ты там ставил? Этно, хорошо. А что? Это было такое музыкальное путешествие по миру. Это была не чистая этническая музыка. В основном была всякая эмбиент-электроника с тем или иным этническим вкраплением. Индийским, африканским. Очень много Скандинавии было и так далее. Российская тоже была история. Тува и прочее. У меня была любимая группа в свое время «Итха» называлась. Это Альберт Кувезин, мой старый приятель. У меня есть фотография где-то, где мы сидим в гигантской такой ванне в Якутске. Я помню, было минус 52. Был фестиваль «Табык». Темной зимой, естественно. Это было дневное время, но было абсолютно темно. Вот, и там сидит Альберт Кувезин, там я сижу, Саша Чепорухин и гитарист тогдашней группы «Итха». Я увидел первый раз на сцене, когда он играл с группой Public Image Limited на Певческом поле в Таллине на фестивале Rock Summer. Он играл в Six and Benches с Джоном Лайденом, который бывший Sex Pistols. То есть так перетаскивает друг друга. Он оказался энтузиаст всевозможного такого сибирского андерграунда. Какое-то время жил в Сибири и играл в «Итхе» на
на неком подобии гитары. У меня есть теория такая, что национальная музыка гораздо больше, чем поэзия, одежда или что бы там ни было, отражает вот какой-то, если есть характер, да, у народа, то вот музыка будет его отражать. Легкий или тяжелый, склонный к страданию или склонный к какому-то безудержному веселью. Я по этой причине не очень люблю балканскую всякую историю. Я не очень люблю музыку New Age, но тогда появился такой этнически окрашенный ambient, и это было очень круто, потому что философия того, что Земля одна, и народ на ней живущий, в принципе, не имеет больших каких-то отличий. В общем, должны жить в мире. Это, в общем, какая-то была идея такая. We are the world, we are the children и так далее. Вот все вот это. И в тот момент мне это было интересно. Потом я от этого сильно отошел. Мне стало интересовать в большей степени музыка уже северных народов. И архангельские всякие штуки, и поморские, лапландские, йойк, вот эта музыка саами. У меня есть кантеле, на котором я время от времени играю. И даже записал саундтрек для финского документального фильма на финском народном инструменте. Это типа гусли. Типа гусли, да. Да, из Калевалы знаменитый. Волшебный инструмент абсолютно. Это удивительно, что где-то в году 20-м я вдруг начал неожиданно собирать плейлист под названием «Эсти». То есть я не планировал переезжать в Эстонию. И надолго здесь я очень любил Эстонию всегда. Мы с мамой здесь бывали довольно часто, в качестве туристов, естественно. И где-то я услышал какого-то эстонского исполнителя и запал, и стал копать, и стал собирать плейлисты, и как-то так нашаманил, что в итоге мы оказались в Эстонии спустя там почти 2 года. Да, и вот на радио я ставил вот такое, потом у меня было 2 любимых времени. Это были ночные программы, где я гонял всякую ночную музыку, такую странную, амбиентную, чтобы не мешать людям спать. И утро. Я оставался спать на радиостанции, потому что мы вещали, по-моему, до часа ночи. И утром опять надо было встать, часов в 6, и будильник. И там я уже гонял совершенно другую музыку, позитивную, радостную, типа утреннюю, потому что я утренний человек. А ты утренний человек? Я жаворонок 100%. В этой связи это вся наша рок-н-ролльная история концертная. Это для меня мучение все эти годы. Потому что концерты начинаются поздно, особенно когда в 90-х или в начале нулевых еще была тенденция играть концерты в ночных клубах. Не нормальные концерты, типа в 7-8 вечера, а ночью, типа за полночь. А для меня, еще даже детей тогда не было, все равно 9 часов вечера, я уже позевываю, потому что у меня подъем в 6-7. Такой нормальный, естественный подъем. Я всегда на рассвете, и поэтому для меня утренняя программа была чем-то естественным. Это была отличная палочка-выручалочка для всех, потому что никто не хотел работать утром, все хотели спать. У меня есть в телефоне, между прочим, плейлист, называется Morning. Я не буду рассказывать, что там. Но если бы ты предложил мне от себя какую-то песню «Счастливого утра», то что это был бы за трек? «Счастливого утра». Ты знаешь, я, в принципе, не любитель веселой музыки. У меня есть плейлист, он называется «Олей». От слова «кафе». В общем, с молоком. Там такая в меру грустная такая музыка, в общем, просветленная, с надеждой. Сейчас я утром начинаю с хоровой музыки всегда. То есть ставлю какое-нибудь пение. Не для того, чтобы мой дом стал похож на церковь и так далее. Нет, просто именно вокальная музыка гармонизирует как-то меня с миром. Вокальная музыка, в принципе, это вообще величайшее достижение человеческой цивилизации. Это примордиальная какая-то штука. Человеческий голос способен вообще на все, на передачу любой эмоции, любой краски, любой драмы, любая динамика тоже ему доступна. И если мастерски люди поют, то это вообще лучше всего. Лучше любого симфонического оркестра. Часто так бывает. Какие хоры ты слушаешь? В последнее время я люблю очень коммерческий ансамбль. Пишется он Watches 8, «Октет», который поет совершенно разную музыку. От Филиппа Гласса до каких-то традиционных, даже кантри каких-то вещей. Слушай, а ты слушал этот русский квинтет или сколько их там, Бозона Хиггса? Да, слышал. Тебе нравится? Это сделано хорошо. Я под ноги гляжу, а там дорога. Посмотрел я вперед, а там дорога. Оглянулся назад, а там дорога. Лишь дорога, и тут и там дорога. Я под ноги гляжу, а там дорога. Я не очень люблю всякие музыкальные цирки, вот эти штуки, но да, сделано классно. Я понимаю, что им нужно наверняка сделать какой-то 1, 2, 3 коммерческих хита для того, чтобы завирусилось в Инстаграме. Чтобы быть услышанными, да. И потом они, конечно, будут показывать свой настоящий репертуар, я в этом уверен. Утренний какой трек будем выбирать? Какой хор, какая песня? My God. I'm sorry. Утренний трек. Here Comes the Sun.
Я буду вообще абсолютно банален. В оригинале или чтобы... В оригинале. В оригинале. В оригинале. Ну, это классно. Оригинал непревзойденный. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. А ты себя уже где ощущаешь дома? Здесь, в Швеции, в Питере? Где дом? Скорее здесь. Да и дети так ощущают, потому что это была страна, которая дала нам дом, в смысле спокойствие с документами. Это такой очень был важный психологический момент в первую очередь. Когда мы уехали в Стокгольм 1,5 года назад и вернулись первый раз, просто тоже на каникулы. Зойка, дочка моя, она просто первый попавшийся столб возле остановки такси обняла. Сказала: «Эстония». И вчера, когда вышли на смотровую площадку с детьми, и я же тоже, господи, Таллин, как я хочу вернуться в Таллин. В общем, несмотря на все кайфы, которые у ребят есть в Швеции, все думают про Эстонию как дом. То есть полностью Эстония заместила у ребят моих воспоминаний о родине. У нас же был еще дом на юге Эстонии, мы его, к сожалению, продали месяц назад. Потому что мы уехали в Швецию, и дом стоял, он одну зиму продержался в безлюдном состоянии. Дом начинает разрушаться, когда там никого нет. Когда печка не топится, когда снег не сбрасываешь с крыши. Мы зиму одну потянули, я часто ездил. Сейчас все, его уже нет. Да, и для них тоже. Это было 2 таких феноменальных лета. А это еще надо знать Южную Эстонию. Это Мулгима, это туда за Виленди, между Виленди и границей с Латвией. Это такая эстонская Швейцария. Там такие горы, холмы, и рядышком даже лыжный курорт есть. А есть это чувство ответственности перед детьми, что ты куда-то едешь, а они едут за тобой, а может быть, можно было как-то следить за словами и за собой, перетерпеть и остаться дома? Мы это обсуждаем постоянно с детьми, но мы не обсуждаем никогда эту возможность, что могли бы там остаться. Это не обсуждается. Потому что, когда мне звонили эти гады, которые, скорее всего, были пранкерами, дети находились рядом с его машиной, громкая связь. Это те, которые угрожали в 22-м году? Да. Дети в ужасе меня спрашивали: папа, кто это звонил? То есть у них иллюзий тоже нет, они были напуганы. Я как человек, который имеет отношение к интертейменту, к шоу-бизнесу, пранкеров где-то даже понимаю. То есть понятно, хотя бы они сволочи, но как бы механика их действия понятна. А детям же не объяснишь, что дети так шутят. Да. Ну, ты где-то говорил, что если бы ты остался, то ты бы тихо спился и умер. Я думаю, что не протянул бы пару месяцев, 100%. Это первое, что я себе сказал, стоя у магазина с сигаретами и с алкоголем, куда первым делом утром 24 февраля пошел купить все сигареты после долгого перерыва. Сколько ты не курил к этому моменту? Лет 9. Ну, я иногда покурил, знаешь, на вечеринке, там, на какой-то после алкоголя, так, баловством. Но так, чтобы так постоянно курить много, стоять на морозе и курить одну за одной, такого не было в моей жизни никогда. И вот 24 февраля утро вот так вот началось. Первое, что я сделал, пошел к открытию магазина, купил себе курево. Война, окоп, курево. Такая какая-то была связка, абсолютно какая-то мифологенная. Ну, в этот же момент я просто приказал себе: Женя, только не бери вот ее. Имею в виду водку или там что-нибудь еще. Потому что это все, это значит, что все. Да, я продержался, я много-много месяцев не брал в рот алкоголя вообще никакого. Потому что я знал, что я уйду в эту русскую тоску, как огромное количество моих друзей, многие из которых уже умерли к этому моменту. И большинство из них погибло уже первые месяцы 22 года. Прям один с другим. Я уверен, что я был бы среди них. Останься мы в России. Ну, то есть у детей вот этого вот ощущения неправильно принятого решения нету? Нету. Мне иногда вспоминают дачу дедушкинов на Ладоге. Для них уже не стоит вопрос выбора, что когда-то выбор сделан нами, и мы, конечно, ощущаем нашу ответственность. Мы видим, как им непросто, и эти переезды из страны в страну, туда-обратно, смена языков, школ. Сейчас они, как и все дети всех наших друзей, просят родителей только об одном: давайте пока никуда не переезжать. Хотя бы несколько лет. Я их понимаю. Если раньше мы с Асей огромное количество путешествий совершали в течение года каждого, мы очень любили ездить в Гималаи и какие-то более короткие поездки. Сейчас вот этот гормон туризма просто он полностью купирован. Никаких туристических мыслей не возникает вообще. Чтобы куда-то поехать просто так, зачем-то.
Нет. Ездить все равно приходится, потому что, к счастью, мы даем концерты, и не то чтобы очень активно, но путешествуем с ними. Я все время смотрю на твои руки, и мне кажется, что по подушечкам на твоих пальцах, как по дереву, как по березе, да, можно определить, если по дереву сколько ему лет, то по твоим подушечкам можно определить количество гитар. Сколько струн я поменял на Да, гитаре. сколько струн ты поменял. Много. Но знаешь, вот эти корочки, они появляются, когда у тебя есть какой-то перерыв, ты долго не играешь. А потом только начинаешь играть. Бывают перерывы частенько, когда я не прикасаюсь к инструменту, потому что занят какими-то совершенно другими делами, мигрантскими документами, беготней туда-сюда, банки, шведский профсоюз музыкальный, 1, 2, 3, 5, 10. Обязательно с кем-то встречаешься, что-то там обсуждаешь, ля-ля-ля-ля-ля. Швеция имеет очень такой социалистический стиль. То есть главное много разговаривать, решать, что будем делать завтра, послезавтра, в следующем году. А, собственно, на дело, чтобы ты пришел и начал заниматься, чем должен заниматься, в моем случае музыкой, остается вообще вот такой кусок времени, учитывая школу и вот прочие вещи. Поэтому времени остается мало. Я редко занимался последние несколько месяцев. И сейчас прямо после тура я такой мозолистый. Руки помнят. Да. Люди, которых ты встречаешь на концерте, это те же люди, которые приходили в Часто. клубы в России, Да. или это какие-то другие? Во-первых, других много. Люди, которые жили в других городах, или они жили в твоем же городе, но никогда не ходили на твои концерты, имеют совершенно другие пристрастия, но теперь пришли. Но очень часто, особенно в Берлине, в Париже, и вот сейчас мы были в Израиле, на всех 3 концертах я видел знакомые лица, особенно в Тель-Авиве. У меня было полное ощущение, что мы играем либо в Москве, либо в Петербурге. Несколько рядов просто знакомых и часто даже просто очень родных лиц. Я иногда думаю, может быть, это закономерно все сложилось, и, может быть, там мы и все вот эти люди не были нужны в России, и у России такой какой-то свой путь, которым ей проще развиваться и проще идти без людей, которые ей мешали. Но они же снова вырастут. У Бори Гремячкова мы в первые месяцы войны об этом беседовали. Прям была такая мысль, оформленная очень красочной, метафоричной им сами, что Россия раз в 100 лет сама себя стряхивает вот все это, вот всех вот таких, как мы. В данном случае изгоняет. Когда-то убивает, когда-то изгоняет, когда-то и то, и другое вместе. Примерно в 100 лет это и происходит. Мы как-то разговаривали с профессором Зубовым, с историком, и у него эта теория связана с тем, что когда Петр прорубил эту форточку в Европу, те, которые в нее залезли, вылезли и вернулись обратно, они захотели построить свою жизнь по тем принципам и правилам, которые они увидели в Европе. И действительно, Россия старается изгнать, изжить из себя тех людей, которые не хотят в том темпе, в котором нужно России, и по тем принципам жить. Ну, Россия разная. Территории, которые здесь, на северо-западе, они же всегда были ближе, по крайней мере, к североевропейской какой-то истории. Правильно? Ну, а ты считаешь сейчас себя здесь как представителем России? У меня вот на левом плече флаг Ингрии, который будет свободна. Татуировка цветная. Я ощущаю себя гражданином вот этой территории. Условного северо-запада Российской Федерации, говоря смешанным языком, Ленинградской области, а в целом, конечно, Ингрии, которая будет свободна. Это такой миф, легенда, иногда предмет шуток, но я не помню, чтобы кто-то внятно это объяснял. Что такое Ингрия, почему и от кого она должна быть свободной? Слушай, ну это немножечко другая территория Российской Федерации, потому что она приморская, территория находится вокруг моря, хоть оно и мелкое, Балтийское море, да. Но у нас еще есть море под названием Ладога, через которое тоже шли караваны судов. То есть это всегда была часть северного мира, то, что называется Нордикс. Сюда приходили викинги, тут ходили торговые корабли бесконечные. Германландия – это так называлась вот эта часть земли, когда она была под властью Шведской империи. Там никогда не жили, по сути, русские. Там жили вот эти вот жили и жоры. И русские жили. А кто такие русские? Русские состоят из всевозможных людей. Я вот русский. У меня есть литовская, латышская, еврейская, хакасская, польская кровь, плюс русская, плюс украинская. А моих детей теперь и того больше. Там добавилось еще и побольше польской, украинской, венгерской и белорусской. Но в паспортах у нас изначально значилось русский. То есть мы все дети имперского какого-то движения народов,
внутриимперского. Так, и Ингрия теперь Будет свободной. от кого? От Москвы. Ровно так же, как от Москвы должны быть свободны все остальные территории. В первую очередь Сибирь. Это я говорю как человек сибирской идентичности, потому что моих предков из Сибири. Ты считаешь себя северным Я человеком? северный абсолютно человек. Это было смешно, но вот каждый раз, когда мы куда-то путешествовали, где-то поселялись, очень много путешествий, жирные, нулевые, вот это все. Я был удивлен, обнаружив, что в каждой стране, куда бы мы ни приехали, любимые места всегда север этой страны. Даже самая южная страна какая-нибудь, как же Индия, север, это Гималаи. Испания, север, побережье Бискайского залива. Италия, север, и так далее, Лигурия, например. Да? И какие-то такие штуки. То есть, даже если южная штука с пальмами, но все равно это северная часть страны. Франция, север, Нормандия и Британия, любовь моя. Норвегия, север. Швеция, север. Финляндия, мои любимые места, север. Это вот эти места туда, к Санта-Клаусу поближе. Ровениеми, и вот туда, все эти лапландские лесотундра и тундра тоже. И Россия. Север точно так же. Север. Да. И Тверь для меня это уже очень сильный юг был всегда. А про Москву это же что там. Я ужасно люблю море. Мне всегда так важно видеть море. И если я его не вижу, я по нему скучаю. Долгое время я презирала серое Балтийское море. За цвет. Кроме Балтийского, еще Северное и прочее, норвежские все эти моря. И в этих морях и творилась история. Британский флот, шведский флот, датский флот. Они все из этих серых морей шли и покоряли. Мне ближе это, потому что мы северные люди. Я зачат был в Норильске. И все мое это происходит отсюда. Все мое прошлое моих предков и все это, вот эти окрестности вот этого всего. Твоя мама, она вообще родом из Норильска, правильно? Нет. Моя мама родом из Минусинска, Красноярский край. В маленьком городке есть медицинское училище имени моего дедушки Жени, в честь которого меня назвали. И краеведческий музей, основанный моим прапрадедом Николаем Михайловичем Мартьяновым давным-давно в 19 веке. Там родилась моя мама. А познакомились они в Норильске с отцом? Познакомились, да, как обычная советская молодая пара. Они познакомились по распределению, куда распределили после музыкальных училищ маму мою и папу. Они познакомились, в общежитии жили в Норильске. В Дворце культуры в местном и в местной музыкальной школе работали мои родители. Как молодые специалисты, куда родина послала, там они и работали. И я должен родиться в Норильске, но за 2 недели до моего появления на свет мама уехала из Норильска. Таким образом, я родился уже в Архангельской области, в другом месте, где моя мама работала. Как она за 2 недели до родов вообще смогла из Норильска выбраться? Там что, только самолетом? А это надо знать мою маму. Появилось место поближе к бабушке. Бабушка жила в Ленинграде. Да, сорвалась и поехала. Мы с мамой, знаешь, как в детстве путешествовали по Советскому Союзу летом. Как? Мы просто открывали карту и с закрытыми глазами тыкали в точку. Я, естественно, пытался сжульничать и ткнуть куда-нибудь поближе к Черному морю. Часто промахивался, поэтому один раз мы лето провели в городе Черкассы в Украине. Потому что я промахнулся, я хотел попасть куда-нибудь в Батуми, наверное, или в Сухуми. Но в основном, конечно, как все северяне, родители старались увезти нас к теплому морю. Как это водилось в советское время. Вы же в Котласе какое-то время прожили еще. Не в Котласе, а в городе Коряжем. Это такой еще рабочий пригород заводской города Котлас, где работала мама тоже, и папа там тоже нашел себе работу. Естественно, руководил. А мама была преподавателем музыки, а папа дирижером оркестра, правильно? Да, он руководитель эстрадного оркестра, и тогда, в принципе, все входило в моду, и работа находилась. Потом мы переехали в город Сыктывкар, где папа стал работать в Коми национальной филармонии, играл в ансамбле «Эхо», в котором пел в то время Валерий Леонтьев. То есть можно сказать, что твой папа дал дорогу Валерию Леонтьеву? Не дал он дорогу, они просто играли в одном ансамбле. Можно же было приукрасить. Можно было приукрасить, но все, что я помню про Леонтьева, что они к нам время от времени приходили в гости и жили в соседнем доме. Все. Это правда, что твой первый струнный инструмент, на котором ты играл, была бас-балалайка? Нет, это неправда. Так. Первый струнный инструмент, на котором я играл, все-таки была скрипка. Мне было 4 или 5 лет. Потом обнаружилось, что у меня толстенные пальцы, что
нормально для скрипки, но желательно перевести именно виолончель. И я был переведен на виолончель к моему большому удовольствию, потому что мне скрипка не казалась чем-то таким, что я вырос в брутальной атмосфере. Это был город Сыктывкар, это довольно жесткие были условия. То есть это двор на двор драки, это толпы ходящих по улицам протобандитов, еще юные, но уже со всеми зачатками будущей уголовной судьбы, которые ходили, отбирали деньги, ну, в общем, брали мелочь и так далее. Нужно было все детство держать стойку такую боксерскую. Ты умеешь драться? Ну, я дрался много раз, конечно. Там в Сыктывкаре или уже в Питере? И там в Сыктывкаре, будучи в панк-среде, приходилось драться неоднократно. И, конечно же, это не могло не влиять. И мне казалось, что скрипка какой-то не пацанский инструмент. А виолончель, она какая-то более такая маскулинная, мне казалось, в детстве. И как бы больше не подходила. Тем более, что тогда уже душа моя стремилась больше к хоккею. Потому что хоккей входил в моду к началу 70-х. Советская хоккейная сборная уже стала добиваться международных каких-то успехов гигантских. Я помню прекрасно эти матчи, когда советские хоккеисты бились с чехами, шведами и канадцами. В первую очередь это были самые главные какие-то матчи. И при чем тут виолончель? Ну, скажу, потому что меня так увлекал хоккей, все эти игры во дворе со взрыванием карбида, с походом по стройкам, что, в принципе, мне не хотелось заниматься музыкой, мне хотелось больше заниматься хоккеем и хулиганством со всеми моими компаньонами по суровому северному микрорайону. Да, и меня мама водила в музыкальную школу, и, конечно, школу, и с виолончелью я шел в детский сад. И в какой-то момент, когда я попросил маму забрать меня из музыкальной школы, она была только счастлива, потому что, ну и ладно. А, да? Меня мама не заставляла учиться музыке вообще никак. То есть это был просто естественный путь, что я пойду в музыкальную школу. Ей было проще, потому что она идет на работу, берет меня с собой и отводит меня из школы обратно. И когда я попросил маму забрать меня из школы, она сказала, да, конечно, никаких вопросов. И где-то года до 72-го, где-то до 7-8 лет я к музыке вообще не имел никакого отношения. Играл в хоккей и занимался в кружке судомоделирования. Выпиливал из фанеры шпангоуты и всевозможные, строили кораблики. Так что первый инструмент был все-таки скрипка. И папин саксофон, и мамина фортепиано, которым я играл вот так. А мама дома играла? Конечно, бесконечно мама играла дома. И там был стабильный репертуар. Мама играла все время Шопена, и Клэр де Лун, Дебюсси, и Чайковского детский альбом. То есть я вырос, в принципе, на детском альбоме, что является абсолютной попсой. Но это классная попса. Слушай, я считаю, что детский альбом Чайковского – это совершенная музыка. Ну, совершенная музыка. Там очень много заимствований, как я узнал позже, из европейской музыки. Просто такая адаптация. Но она на меня повлияла больше, наверное, всего на свете. И как и времена года его же, особенно осенняя песня и так далее, осенняя музыка. И я стал интересоваться музыкой, когда появилась чуть позже друг, который что-то меня заинтересовал. Но дома музыка звучала все время, и как-то я все время что-то поигрывал на пианино. И мама иногда попросила что-то показать, она мне показывала. И я стал слушать музыку. Я прекрасно помню, папа принес гибкую пластинку и сказал, смотрите, вот эта девушка будет звездой. И там была песня, которую я слушал, по-моему, раз 1000 за свою жизнь, там, к 10 годам. Это была песня «Волшебник-недоучка» Аллы Пугачевой. И прочий репертуар у нас тоже дома эстрадный звучал, потому что папа любил джаз, и дома звучала джазовая музыка, но как все абсолютно музыканты того времени, у него джаз не было возможности играть постоянно, потому что все равно это работа, это эстрадный оркестр, музыка советских композиторов и какая-то зарубежная музыка, разрешенная в Советском Союзе для исполнения. У меня есть классная фотография, где какой-то зимний антураж, типа Новый год, и стоит оркестр, папа с саксофоном, еще один саксофонист, там барабанщик, контрабасист, и мама за пианино красивая, кудрявая. Написано 65-й год, Норильск. Там прям написано Норильск 65. На заднике. И говорю, мама, в 65-м году, это, значит, до моего рождения. А, да, я помню этот концерт, по-моему, я там на 3-м месяце. И ты, то есть, я говорю, сейчас вот ты на сцене за пианино, папа с саксофоном, а я у тебя в животе вот за пианино скрывать. Я говорю, да, вот там. Я говорю, а что играли, ты помнишь? Она говорит, сейчас я посмотрю, это «Серенаду Солнечной долины» мы играли. Вот, ну, в общем, в животе на пианино, а я там с вибрациями там. Сейчас не знаю, в какой я позе лежал в животе. И мама все это играла, и дома все это звучало, но папа я слушал дома эстрадную музыку какую-то, да. Тампердинка, у нас Том Джонс так играл, то есть всякая такая, более-менее еще тогда не совсем устаревшая эстрадная классика. Если бы мы подбирали саундтрек к твоему детству, вот этот наш плейлист счастья, то что бы это было? Музыка, которая играла у папы. Папа мой играл на саксофоне, это был баритон-саксофон. Я на нем пытался извлекать звуки время от времени.
У меня даже получалось, но надо понимать, что это был период, когда саксофон был выше меня. Это гигантская дудка, она вот если ее поставить, она вот такая примерно. Вот я на нее садился, и папа очень смеялся, я там что-то там пукал. И родился в 65 году. Это был период, а папа был жуткий модник, джазовый модник. И это был период, когда супер трендом была боссанова. Антонио Карлос Жобим, Girl from Ipanema, All This Shit, который со мной до сих пор я сочиняю песни. В основном они попадают в репертуар оркестра «Оптимистика». Это мне никуда не деть. Это я вот какую песню начинаю сочинять, даже самый лютый какой-то жесткий рок альтернативный, он все равно конвертируется в боссанову. Мы смеялись очень часто, почему «Оптимистика» возникла в какой-то момент. Она возникла как шутка, как группа «Анти-Ленинград». У меня была амбиция, нет, это мы, настоящая петербургская группа, а не вы. Несмотря на то, что у нас в составе играли человек из Ленинграда, но духовая секция. Это играть эстрадную, такую супер утонченную музыку, но на панк-площадках. Это был такой панк-жест. То есть мы играем боссанову, мы не идем в концертный зал Октябрьский, в театр эстрады и так далее. Где бы, казалось бы, эта музыка должна звучать. Нет. Мы играем это в клубе «Молоко», то есть в таких местах, где звучит обычно жесткая, альтернативная музыка, которой не место на больших площадках. Вот это боссанова и «Счастливое мое детство», это оно все вот в этих аккордах, соответственно, у нее бразильские корни. И такой музыки в советское время было много. В советское время не очень пускалась англосаксонская музыка, но по телевизору и по радио, и в пластинках было огромное количество музыки стран третьего мира, которые борются с американским колониализмом, империализмом и прочее, прочее. Поэтому кубинскую, бразильскую, какую-то еще музыку можно было найти, даже на сборниках каких-то. И ее влияние было совершенно очевидным на советскую эстраду. То, что пел Муслим Магомаев и так далее. Потому что музыкантам хочется играть то, что им близко. А в те годы модно, как потом техно, как потом что-то еще. Тогда была бразильская музыка, боссанова. И ребята ее пропищивали в киномузыку, куда угодно, под видом советской эстрады. На русском языке это было вполне в порядке вещей. Государство этому не противостояло. Я, кстати, всегда в панках поражала, что это ковни любого панка, а там столько лирики, и там столько любви к классике. Слушай, ну панки, я не люблю, когда обобщение, и в принципе мы сами слово панк употребляли только как для самопрезентации перед какими-то сторонними людьми. Потому что я вот играл в группе «Автоматический удовлетворитель», которую я тоже очень уважала в юности. с Андрюшей Пановым. Там у нас не было ни одного концерта, были только репетиции и бесконечные вечеринки у Андрея Панова дома. И там все собирались ребята. Мы называли себя «битнички». Это слово придумал Евгений Уфит, известный кинорежиссер, некрореалист, я бы даже сказал некроромантик в каком-то смысле. И да, это битнички, злобнички, вот так вот называли друг друга. Потому что прямого отношения к панку это не имело. По отношению к основной культуре, внешне это панк-атрибутика там была. И когда ты с кем-то говоришь, мы панк, нет, там не было никого с ирокезами. Это какие тельняшки. В принципе, у Серебренникова в фильме довольно точно образ свиньи. То есть это, он действительно там на общем фоне похож на то, каким был. И вот наш предводитель, свинья, тогда был самый популярный в городе человек. Ну, среди, скажем, какой-то творческой части Ленинграда. Куда топовее, чем Гремячуков. Потому что Гремячуков был уже известен, а свинья был такой... Во-первых, он жил в соседнем доме, прямо вот напротив нашего дома, улица Степанова. И мама у него балерина, папа тоже танцор был Мариинского театра, Кировского театра. К тому моменту уже эмигрировавший и руководящий театром Бельгии, по-моему. И все такие же дружки. То есть кто-то писатель. Это не то чтобы золотая молодежь, это Ленинград. Это в основном дети творческой и научной интеллигенции, которая была переселена из коммуналок, из центра города сюда, в Купчино, Московский район. И Андрей Панов, который был нашим руководителем. Руководителем. Смешно звучит. В общем, да, исторически главным панком города Санкт-Петербурга. Поразительно звучит, но не важно. У него любимая музыка была совершенно другая. То есть он, конечно, слушал Sex Pistols, там все это было. Мы со смехом вспоминали с Игорем Гудковым, с панкером, нашим общим другом. Что любимая группа свиньи была AC/DC. Это такой фьюжн, такой джаз-рок и так далее. То есть и там был и Genesis, там в основном слушали арт-рок и всякую странную музыку. Снаружи выглядело так: рваные тельняшки, булавки, менты останавливали и прочее. Но на самом деле панк-музыка была только одной маленькой частью из того, что мы слушали. А выросли все равно все на арт-роке. Потому что в момент арт-рок как раз начал загибаться, всем надоел.
появилось что-то новое, ну, мы это новое как-то воспринимали с радостью. Потому что действительно это было ново и модно. И проще было играть-то мы не умели, а панк играть проще. Нам повезло, что музыка, которую можно было играть даже с нашими умениями, стала вдруг популярной. И не обязательно было фигачить эти гаммы в каком-то очень быстром темпе. Можно было просто 3 аккорда. И все, и ты на коне. Это было такое временное инструментальное решение, панк-рок. Инструмент, а просто как способ себя применить. Слушали музыку разную. Шопена, кстати, тоже со стороны мамы, у меня как раз это был Шопен. Прелюдия ми минор, когда появилась эта песня у Radiohead. Я вот эти все коучи, эти музыковеды, я не знаю, почему они этого не видят и не слышат. Прелюдия ми минор. Да. Том Йорк, когда это поет, но я вижу, когда эта песня вышла, говорю, о, Тому Йорку тоже мама играла прелюдию ми минор в детстве, очевидно. Никто об этом не говорит. Там начало, по крайней мере, этой песни абсолютно идентично. Гармонический ход. А эта тема очень популярна. То есть тогда огромное количество джазовых музыкантов ее исполнял. И вот этих транскрипций Шопена огромное количество. Потому что там джазовая гармония, по сути. Там очень прикольное движение гармоническое. Поэтому этих версий можно услышать миллион. И одна из них, Radiohead, ни один человек не написал об этом. Ни один. Мы сейчас раскрыли эту тайну. Как бы ты определил, что такое музыка? Это невозможно. Как определить, что такое музыка? Музыка, в первую очередь, это работа со временем. Вот я сейчас вспомнил Caretaker. На самом деле таких проектов миллионы, и это как раз плеяда этих артистов, которые сейчас слушаю в основном, которые возвращают нас к первоначальному назначению музыки. Это музыка, то, что играется на свадьбе, на похоронах, во время молитвы, ну или колыбельные. То есть сугубо функциональные какие-то штуки, когда музыка звучит в обиходе, в принципе, у людей испокон веков. Не так, что мы сейчас ходим на концерт, ля-ля-ля, то есть она занимает совершенно другое место. А именно такое первоначальное. Где была музыка раньше? Мы вышли в поле, поем песню, да, то есть какую-то косим. Соответственно, ритм какой-то такой. Мы укачиваем ребенка. Колыбельную. Мы идем в храм, там другая музыка. Мы поем вместе эти гимны, там тропари и прочие какие-то вещи. Вместе с хором иногда, вместо хора. Свадьба, понятное дело, танцы. Пошла джига. И такие вещи сугубо применительно к бытовым каким-то задачам. Понимаешь, есть куча людей, музыковеды, нейропсихологи, люди, которые занимаются вот какими-то вещами, и в частности тем, как музыка действует на людей. Это, наверное, к ним вопрос. Мне трудно судить изнутри музыки. Я же не эксперт. Когда я читаю кого-то в самопрезентации, музыкальный эксперт, я вздрагиваю, потому что я занимаюсь музыкой с рождения примерно. То есть у тебя не было никакой идеи быть никем, кроме как музыкант? Было. У меня даже один раз была лекция. Мы ходили на корабле «Крузенштерн», и там надо было как-то туристов развлекать. Я придумал лекцию, и в итоге она растянулась на 3 ночи. Она называлась так, условно. Как я собирался уйти из музыки и почему это ни разу не получилось. И вот про каждый из этих периодов я рассказывал в лекции. Ну, конечно, не то чтобы лекции. Мы сидели, пили вино в кают-компании на большом прекрасном корабле. Паруснике. Да, и очень много смеялись, потому что жизнь моя полна идиотизма, как и, собственно, у каждого человека. И планировал уйти из музыки, уже занимаясь ею, и, в принципе, в детстве не собирался становиться музыкантом. А кем хотел быть? Смотри, у меня такая история, что я какую музыку любил в детстве, в юности. Я вот ее люблю по-прежнему. У меня нет такого, что типа раньше любил, фу, как стыдно. Я реже слушаю какие-то штуки, некоторые не слушаю вообще, но вспоминаю с благодарностью и с радостью. Ту музыку, даже если она какая-то самая идиотская. А вот кем я хотел становиться в разные периоды, я сейчас думаю, жалко, что я не стал. В детстве я мечтал быть археологом, всякие раскопки делать и так далее. Хотел быть геологом, а потом антропологом, потом я не состоялся как ветеринар, это был целый большой кусок моей жизни. И вот сейчас уже в эмиграции, я думаю, археолог ладно, геолог, наверное, ладно, а вот то, что я все-таки забросил ветеринарную карьеру, вот сейчас бы мне это помогло, потому что такой хлеб в руках, то есть это прекрасная работа. Мне почему-то казалось, что ты должен был бы хотеть стать моряком. Моряком нет. Мы с папой собирались строить яхту многие годы.
папа выписывал журнал, назывался «Катера и яхты». Такой был советский журнал. И там про лодки. Все было про лодки. Про как лодка такая, лодка сякая, всякие истории морские. И на финальной странице, как в журнале «Кройка и шитье», там что-то того, там всегда вот выкройки, да, были. А тут чертежи, как строить лодку. То есть как она устроена внутри. Я знаю многих людей, которые в советское время такие лодки построили. Одна из них стоит, например, даже не стоит, она ходит. Я на ней ходил дважды, с Полосковой, кстати. «Невеста ветра» называется. Невеста ветра. В Иркутске. В Иркутске она ходит по Байкалу. Боже мой. Ребята построили по чертежам из журнала «Катера и яхты». И когда с капитаном об этом поговорил, я там чуть не плакал, потому что это была наша мечта. И мы с папой как раз планировали это делать, но папа погиб. Погиб он тоже на лодке. Он тогда? Да, несчастный случай на катере был. И люди строили эти лодки. И если бы папа не погиб, мы, конечно, бы ее построили. И вот сейчас, когда появилась возможность, я, конечно, часто хожу с ребятами на лодках, и на больших, и на маленьких, и совсем крошечных. Продолжаю детскую эту мечту, но моряком профессиональным нет, я не хотел быть никогда. Сейчас у меня в ушах сейчас зазвучала песня Градского «Лодку мою построил дед». Да, это крутая песня. Краски передают привет таким образом. Shipbuilding, есть такая песенка у Роберта Уайта. Написанная лет на 8 раньше, чем у Градского. Я никогда не думала об этом. Ну, неважно. Да. Это, на самом деле, такая абсолютно архетипичная штука. Папа построил лодку и так далее. Может, ты помнишь прекрасный фильм и книга «Ship News» про Ньюфаундленд, про возвращение героя на родину предков, и про эту лодку, про страх моря, и про переживание этого страха, изживание его через практически смерть, через утопление, возвращение. То есть такая абсолютно метафоричная история. Но она абсолютно такая классическая для вообще всей мировой истории, для любого человека, даже если он не имеет никакого отношения к лодке, это о другом. Hello, hi. Can we have a brief look here? Yeah, you were here. 2 years ago, during some festival. It was like a folk festival. Yes, exactly. Oh, and what else? We'll go there. Yeah, you can take a look everywhere. And Arne eating a little bit, and then comes also. Корабли, 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 корабли. Интересно. Тартарикус. Господи, океан Тартарикус. Татарский океан. Вот это да. Индийское море, да. А тут, как бы, не знаю, как это объяснить, но, в общем, все было по-другому. Когда? В свое время? Тут какое-то вот это время, к которому относятся эти карты. Видишь, вот тут как? Ну да. Вот Московия, а это уже все. А это уже все. И вот, наверное, ваша Ингрия. Вот Ингрия. Здесь, видишь, нет границ практически никаких. Угу. Но вот это, по сути, была Шведская империя. Она вот до сюда доходила. И владела Ингрией тоже. И частью городских семей. Интересно узнать бы года какого это. Но он уже Америка открыта, уже как-то все. Конечно, Новая Голландия. Китайский океан, Эфиопский океан, Восточный океан, Мар-дель-Цур. Во. Южное море. Да, класс. Мальдер-Норд. Видишь, у людей все еще было впереди. И вот здесь непонятно, что с Америкой происходит. Видишь, она растворяется. Вот это Баха, Калифорния, а тут пустота, тут нет ничего. То есть ни Сиэтла, ни Портленд, штат Орегон, Аляски здесь тоже нет. Обалдеть, да? Я всегда ужасно завидую вот людям в те времена, когда у них еще что-то было впереди. То есть никогда ничего-то еще не открыли, не знали. Этот мужик подозрительно похож на Питера the Great. 6 апреля 1924 года установлено трехмачтового судна. Красиво. Лифлянская губерния. Да, было у него такое название. Вот это, конечно, супер вид. Смотри. Такого окна можно просидеть всю жизнь. Это наша кухня. Мы живем и все. Живые экспонаты.
А, то есть вы и живете здесь, и музей ваш? Это, ну, частная коллекция. Я тоже экспонат номер один. Это эстонский юмор. Я живу уже в Кесмус 300 лет уже. Мне уже 300 лет. Красиво. 300 лет – это не срок. Не, конечно. Для России не срок. Случайно, это Эстония не столица России. Случайно. Случайно. Маленький случайно в 1700 году. Нарвская битва была. Да. Петр убежал. Карл XII сидел на этом стуле до этой битвы. Да? Но после войны это шведские церковь уничтожали. Все поросло на все ветра. А, то есть это стул из церкви. Он сидел на обыкновенный стол, сказал, перед Богом мы равны, и сидел на обыкновенный стол. А эта битва здесь, благодаря этому битву мы говорим по-эстонски. Потому что если Петр держал столицу Эстонии, никто по-эстонски не говорил уже тогда. Здесь было шведов было 3000, русских 30 тысяч, 20 тысяч убили. А как убили? Стрелять нельзя было. Была снежная буря. А это, посмотри, здесь нужно сюда порох сыпят. Он намокнет сразу в буре. Не стрелять. А тогда убили, да. Мясорубка. А, точно, вот он так и держит. Упали в реку, утонули там, конная армия там. И в Ивангороде и Нарва это. В 3-м году он поставили же Петроград, и в 4-м году он взял Нарва. Так что это чуть-чуть не Ты хватит. видел фотографии Нарвы до того, как ее разбомбили? Нет. Это был один из самых красивых городов в Европе. Старинный, то есть невероятной красоты. Там просто все снесли, осталось там 3-4 артефакта. Это укопия. Те сюда не пускали, но это в советское время была Ленинская комната. Это. Ленинская комната. Самый главный зал в мире, где наши судьбы решаются. Посмотри, где-то зависит этого, где решают наши судьбы. Там флаг видно, с звездами. Вижу флаг. А, американский какой-то, что ли? Конечно. Белый дом. А, это Белый дом? Где решают наши? Товарищ Том там решает. Товарищ. Да. Мы не сможем это снять, ребят, но там красиво. А вы сами в море ходили? Под водой. Я биолог. Я чемпион русской армии. Диверсант под водой. Севастополь, я 10 раз был. Нужно ориентирование под водой. Мины надо поставить. Это легенда про подводную лодку, которая возила спирт в Финляндию. Да. Это прошлое дело. Так это правда или нет? Нет подводным лодкам, а торпедо называется. На тросе было тонна. Маленький, по 10 литров. И с этой под водой возили. А мы распорядили Крымская война. Из Финляндии испанский соль принесли. И корабли уже купили. Стали возить дров и булыжники. Такие. Это бизнес. Да. Это в магазине, может быть, это было подарили гостям. Так и Петроград. Все знакомо. В общем, как-то травматично все это смотреть. Я жил в этом районе. Рядом эстонская церковь. Вернее, две. Яни Кирик, лютеранская, а вторая Исидорова для эстонских православных. Это наш район Коломна мы. Эстонцы были 4-й нацией. Да. И латыши были поляки, немцы. Новый Сен-Маринки рынке же построен на месте так называемого литовского рынка. Да. На самом деле эстонский рынок называется просто литовский. Никогда не знаешь, где ты можешь найти Петербург. Помнишь, какое он тебе впечатление Петербург произвел? Ну, Ленинград тогда. Мне трудно сказать, потому что мы мы каждое лето были у бабушки, и летом, и зимой часто. Не был тот город, в который когда-то впервые приехал и вдруг поразился.
У нас был такой дом, он сейчас есть, он назывался «Тысячник». Это такой 1000-квартирный дом экспериментальный на улице Степанова. Потом бабушка переехала на проспект Космонавтов. В общем-то, Московский район, метро Московский или Парк Победы. В этом смысле мне страшно повезло, потому что у меня есть еще брат, двоюродный кузен, и он старше меня на 4,5 года. И вся эта тусовка, от которой все кипело в те годы, в конце 70-х, 80-х в Ленинграде, это все было в Московском районе. Андрей Панов, Свинья, Цой, все происходило именно там, в этом таком треугольнике между Купчино, Московской и Парком Победы. То есть такой вроде самый-самый совок махровый, такой застой, ничего невозможно. И кажется, что там даже дышать нельзя. А происходит все самое важное, что потом определяющим образом скажется на всей рок-культуре. Ну, естественно, это же было что-то такое очень сильно вопреки. Ну и потом Советский Союз уже был совсем слабенький, надо сказать. С этой дистанции уже видно, несмотря на то, что КГБшники тормозили всех на улице и не давали там житья, и народ там сажали, но в целом советский народ стал так быстро обуржуазиваться. Это все, что показывали по телевизору. Ну, вот этот Фридрихштадт-Палас, да, например, там бесконечно показывали в музыкальных программах. Это такая супер-мега мелкобуржуазная хрень. То есть очень мелкобуржуазные вкусы прямо позволялись советским культурным департаментам, что, собственно, и зарастило последующее поколение, потому что это был такой эрзац западной культуры, самых таких своих попсовых проявлений. Он был абсолютно безопасен для коммунистического строя, потому что он не нес с собой никакой идеологической истории, то есть жвачка. Собственно, последствия вот этого вкуса, который возник тогда, в те годы, можно наблюдать до сих пор. Слушай, не то, что мы как-то протестовали, просто мы хотели жить по-своему. Нам хотелось слушать нормальную музыку, веселую, бодрую, а не ту, которую показывают по телевизору. Одеваться в какие-то прикольные штуки, как у этих ребят с этих фотографий. И все. Вот такого протеста, чтобы типа вот сейчас свергнуть коммунистическую власть, такого не было. Но противостояние массовой культуре советской, естественно, потому что она была тухлой, абсолютно скучной, уродливой, занудной, дидактичной. То есть все эти бесконечные ВИА, эти Кобзоны бесконечные, статичные артисты, как на похоронах, стоящие с микрофонами. Когда Леонтьев появился, это же было что-то, появился человек, который на сцене двигается как-то раскованно. Это было ново. Когда ты поступаешь в училище и уже окончательно переезжаешь в Ленинград, какая главная группа тебя сформировала? Ну, у меня тогда главная группа была, наверное, две их было. Группа Police и группа XTC. В этом нет ничего такого выдающегося, потому что Police это была одна из самых популярных групп в мире. Это, по сути, был мейнстрим. Но надо отдать должное эпохе. В те годы такой был мейнстрим, что группа, которая играет абсолютно фантастическую смесь рока, регги, немного даже диско и арт-рока на очень серьезном уровне. Просто это группа, которая могла стоять абсолютно точно в одном ряду с лучшими представителями прок и арт-рока, с предшественниками. Это сейчас смотрю просто. А тогда это было просто одно из самых модных течений, новая волна. Если ты хотел быть модным, современным и так далее, ты, конечно, слушал эту музыку. Нравится тебе она или не нравится, но мне нравилось. И я, конечно, обязан этой группе всем с точки зрения игры на бас-гитаре. Все, что я умею, я в основном черпнул у Стинга. Он тогда еще не играл сольно. Он был певец и басист группы Police. Ну и плюс группа Stranglers, XTC, Блонди. Это были группы с обложек даже ГДРовских и югославских журналов, которые к нам как-то поступали, и финских. Финского было гораздо больше, потому что вот финская граница, и моряки, и финские туристы, конечно, привозили огромное количество всяких финских артефактов. В этом смысле вот ребятам в Таллине везло гораздо больше, потому что здесь, в Таллине, можно было поймать легко финское телевидение, потому что через очень узкий вот этот Финский залив беспрепятственно волна телевизионная летела, и здесь все смотрели финское телевидение, и с появлением видеомагнитофонов записывали все эти программы. И в Ленинграде
У нас было огромное количество этих кассет, когда появились видеомагнитофоны, которые везли из Таллина, из Силамя, из других городов в Эстонию. Мы их смотрели, и это было круто. Мы слушали просто музыку и пытались вычленять какие-то нам нужные штуки. Я сидел с гитарой, играл вместе там, с группой. Это все еще имело ореол запретности какой-то. Абсолютно ничего нельзя было увидеть по советскому телевидению, вплоть до каких-то там середины 80-х. Редкие всплески не в счет. Там в Ленинграде была передача «Кружатся диски», которую вел Макс Леонидов. И там иногда можно было увидеть какие-то очень интересные видео. Утреннюю почту эту идиотскую смотрели по воскресеньям, чтобы увидеть там в финале была вероятность, что тебе покажут не группу Смоки, а кого-нибудь, может, поинтереснее. И такие случаи бывали. И смотрели видеокассеты, когда это уже стало возможно. Но это было уже 80-е, когда появились видеомагнитофоны, и первый советский видеомагнитофон, электроника. В Ленинграде с этим было попроще, потому что тут было много моряков, и связь с Финляндией, она была довольно тесной, и контрабанда была. Можно было увидеть каких-то знакомых, которые имели к этому доступ. И журналы какие-то, и можно было даже увидеть какой-то хороший инструмент японского производства у кого-то. На бас-балалайке ты играл в итоге? Бас-балалайкой. Я поступил учиться, чтобы перебиться год. Я хотел поступать в МУХу на скульптуру. Переоценил свои возможности. Показал свои работы, которые я делал из глины и вырезал по деревяшкам. Это очень хорошее в пластике. Все отлично. Надо рисунок тянуть, потому что никуда не годится. В общем, отбросил эту идею с МУХой, но в последний момент решил куда-то поступить, чтобы как-то год протянуть, чтобы, может, найти какой-то другой себе вуз. И поступил в культпросветучилище в Ленинграде, на улице Гороховой, которому, как выяснилось потом, музыкально готовят не очень. Там основная часть работы – это идеологическая, как организовать клуб, где повесить портрет Ленина, где библиотеку обустроить. Я поступил на факультет народных инструментов и эстрадного ансамбля. Если бы я его закончил, специальность руководитель оркестр народных инструментов и руководитель эстрадного ансамбля. Чем я до сих пор и занимаюсь. И в оркестре народных инструментов меня определили на бас-балалайку. Это такая огромная дура. Там 3 струны, они все рояльные. Это надо понимать, они толстые. Они как рыжие рояльные струны, которые очень трудно прижимать и также трудно извлекать. Там такой жирный медиан. То есть она не стоит, она лежит? Она стоит одним углом. Там такая припупочка, как виолончели почти. Она стоит на полу, и ты ее держишь. Дико неудобный инструмент. Он, во-первых, искусственно рожденный, потому что в природе такого инструмента нет. Балалайка, в принципе, инструмент довольно искусственный. Происхождение ее не очень далеко ушло в века. Да ты что? Абсолютно. Не было такого инструмента. Тем более бас-балалайки, который инструмент тоже довольно новенький, но приспособленный для нужд советского оркестра вот таким образом. Есть балалайки обычные, а есть балалайка вот такая. То есть русский народный инструмент – это что такое? Жалейки, духовые инструменты. Жалейка – это что такое? Духовой инструмент, такая дудочка. Я не помню точно, но я помню, что на момент моего поступления в культпросветучилище смотрел в энциклопедии, обнаружил, что ей всего-то 120 лет от роду. Примерно. Это какая-то компиляция на тему предыдущих инструментов, в основном азиатского происхождения, домры. Но там в культпросветучилище ты получил кличку «Ай-яй-яй». Это было одновременно. Это было на какой-то вечеринке со свиньей. Вернее, это была первая вечеринка, когда я со свиньей выпил первый раз чего-то. Это был портвейн вместе с одеколоном. Недостаток алкоголя, это был жест. Все, что делал Андрей Панов, это был всегда какой-то жест, шокирующий кого-то. Почему он свин? Насколько я помню, все вот эти клички начал давать Юфа, Женя Юфит, который снимал все эти фильмы с нашим же участием. Играли всех ходячих вот этих мертвецов, зомби. Я помню, я был одним из зомби. Младший брат мой, Дима, как-то играл подвешенного за ноги тоже трупака. Это было, кстати, мучение. Его за ноги подвесили в березе и снимали какой-то долгий план. И, к счастью, быстро сняли. Мы все играли, ходили по этим весенним лесам, играли этих жмуриков. Да, и Юф раздавал эти все клички. Тогда просто было принято. У каждого этой компании было какое-то смешное прозвище. Опытный, солидный. Итак, ты пьешь одеколон с чем? Там был какой-то портвейн, 3 семерки и одеколон. Я почему-то начал говорить по-немецки. Будешь одеколон? Я говорю, я говорю, все, отвечал, я. Я был абсолютно перевозбужден тем, что я пью в одной квартире, я даже вообще пью. Мне было 17 лет. Вместе со свиньей, мам дорогая. Вот, и мы провели незабываемую эту ночь, после которой мне было плохо, меня тошнило целый день. И мне звонит
Леша Рыбин, наш сосед на проспекте Космонавтов живущий, мы как раз в это время с ним репетировали его программу. Он только что покинул группу «Кино», попытался жить в Москве, и у него было короткое время группа «Футбол» в Москве. Он вернулся в Ленинград и стал репетировать сольную программу. Я с ним играл на бас-гитаре. Мы репетировали просто дома. Он мне показывал какие-то песни, и по этой причине я знаю альбом 45 в оригинальной аппликатуре. Как он игрался на самом деле тогда, мне не нужно было подбирать. Как играть восьмиклассницу, я знаю из первых рук. Например, я всегда этим, кстати, это был один из классных приемов, чтобы производить неизгладимое впечатление в компании. На барышне, восьмикласснике я говорю, вот так вот, говорю, да, вот так. Или «Бездельник номер 2». Я лишь начнется новый день, хожу, отбрасываю тень. С лицом нахала. Да, довольно сложная песня по тем временам, гармонически не очень характерная для кино. Это как раз Леша Рыбина влияние. У него более, скажем, был богатый бэкграунд музыкальный, нежели Виктора Робертовича. Но это не важно. И, в общем, мне звонит Леша там, на телефон бабушки моей, в которой я жил. Говорит, слушай, там мне семья звонит и спрашивает, где этот ай-яй-яй? Я подумал, что, наверное, это он про тебя спрашивает. В общем, его телефон, позвони ему. Я думаю, нормально. Позвонил семья, говорит, слушай, зайди ко мне, у меня тут есть выпить. Я говорю, да, сейчас приду. Я пришел к ним, там всего дорогу перейти. Он мне налил какого-то портвейна, который ему уже кто-то принес из соседей. Ну что, говорит, может, поиграешь у меня на бас-гитаре? Я говорю, конечно. Он просто обозначил меня просто, где этот, который вчера орал, это я, вот и все. А семья славилась тем, что вот он всех называл очень метко. Ну, у него был талант, как какую-то штуку очень меткую изымать из характера человека и давать какую-то соответствующую кличку. А тогда у всех были клички. Рикошет у нас был певец. Да, он очень крутой был. Если говорить о главном счастливом треке того, это же короткий очень период, там немного, 2-3 вообще, года. Сейчас, тогда казались бесконечно долгими эти годы. Мне казалось, что бесконечно длилась биография группы «Объект насмешек» с 85 по 90 год. 5 лет целых. А сейчас, господи... А сейчас, господи, покажи кому-нибудь трек «Объекта насмешек», все скажут, что это слишком сложная музыка. Нет, слушай, сейчас появилось новое поколение, молодые люди, которые уже не в первый раз с этим сталкивались, которые слушают, говорят, я Tequila Jazz не знаю, этот я тоже не знаю, я вот лучше знаю вот «Объект насмешек». Говорит мне 30-летний юноша. Ну, есть интерес к музыке того периода, тех лет, именно к 80-м. Рассматриваю уже как что-то не коммерческое и малоинтересное, то, что было потом, после распада Советского Союза. А именно то, что ему предшествовало, кажется интересным. Ну, это тут интерес к Ленинградскому клубу, вот, именно не к 90-м, а именно к 80-м. К тому, что было до 91-го. Да. Наверное, тогда трек того времени счастливый будет какой-то трек «Объект насмешек». Счастливый трек «Объект насмешек»? Ну, может быть, он счастливый не в смысле, что он радостный, а для тебя ассоциируется с этим счастливым временем. Оттуда? Давай не наши только. Ну, ладно. «Бездельник номер 2». Это песня, которая полностью совпадает с моим ощущением времени тогдашнего. Вообще, вот эта пластинка, она точно стала называться потом «Zeitgeist». То есть вот именно ровно как мы себя ощущали, бродя по этим улицам, по проспекту Космонавта или как вы видите там возле Парка Победы. И некуда пойти, клубов нет, вы встречаетесь только на квартирах, у кого каких-то друзей, хорошо, у семьи можно было встречаться, потому что там была очень либеральная мама. Она, в общем, не сильно боролась с тем, чтобы как-то ограничить бесконечное пати в квартире. Оно было бесконечно. То есть я много раз спал у семьи, просто не мог, не в силу был перейти дорогу. Просто оставались у него и все. Зная, что утром кто-то придет и принесет пиво холодного, тогда и можно выпить пиво и поехать к Майку. Ну, что-нибудь, какие-нибудь такие штуки. А в альбоме 45 это просто идеально отражено. Пластинка гениальная, абсолютно. Что было у Цоя такого, что позволило ему пережить все эти годы и по-прежнему оставаться мегапопулярным? Это такую Алла Пугачева из русского рока. Во-первых, песни крутые. Ну, простота, собственно, не в последнюю очередь. У него с интуицией было все в порядке. И фильмы он смотрел правильные. И когда погиб Брюс Ли, людям нужен был какой-то герой, а он классно просто взял в планетарном масштабе, но видный пока только в Советском Союзе, роль Брюса Ли, вот его герой его фильмов скорее. Обалдеть. У него фотографии же под Брюса Ли сделаны какие-то, и он это вообще не скрывал никогда, и он одевался вот этот немножко конфуз. Когда он пришел уже к черному, вот последний раз, когда я видел перед черным периодом, было их выступление на фестивале Ленинградского клуба ДК Невский, где он еще был весь цветной такой, когда пластинка «Это не любовь», по-моему. Он еще танцевал без гитары.
Вот эти все были танцы смешные. Все над ним подсмеивались. Почему? Ну, вообще над ним принято было подсмеиваться. И у нас у брата моего, Дюши, который меня на гитаре научил играть, они с Цоем делили одного барабанщика на двоих. Олег Волинский. Его звали, он потом стал занимать какой-то очень большой пост в российских железнодорожных линиях. В общем, сейчас какой-то чуть ли не министр там. Тогда он был барабанщиком у Цоя и... Какая биография? И с братом он тоже играл. И они вместе на одной точке сидели. И мой брат всегда был недоволен, когда Витька играл на его гитаре. Она была японская. Был редкий случай. Я не могу разгадать этот секрет, при том, что я большая фанатка. Но мне кажется, это какая-то, прости господи, моцартовская простота, которую, с одной стороны, может повторить любой, спеть, а сочинить нет. Надо осмелиться, чтобы сочинить просто. Потому что люди, которые перфекционисты, каким я был раньше, это несчастные, больные люди. То есть они не могут себе позволить высказаться в простоте. Им обязательно нужно достичь какого-то определенного уровня сложности, чтобы таким образом выставить себе пьедестал. Пьедесталик даже, наверное. А если этим не заботиться, то пьедестал вырастает сам собой. Понимаешь, когда позволяешь себе быть простым и точным, это гораздо круче, чем играть там миллион аккордов, исполнять какие-то немыслимые гаммы во всех ладах. Что, конечно, не помешает технической подготовке музыкантов, но когда ты выходишь на сцену, простота – это, конечно, главное оружие. На это не каждый способен. Я правильно понимаю, что всю романтику вот этих нескольких лет счастливого времени Ленинградского рок-клуба убили деньги, которые пришли с распадом Советского Союза? Слушай, деньги как составляющая вообще. Романтика была в первую очередь в том, что это запрещено, то, что нужно было какими-то странными путями идти на концерт, чтобы никому шепотом. Но все знали. Все знали, да, и все знали, кто стукач. И стукач, когда узнавал, что про него знает, что он стукач, не выдавал, где будет концерт. Потому что он понимал, что его уже так расколот, чтобы не подтверждать тем самым, что он расколот. То есть даже этим пользовались. Надо сказать стукачу, и тогда точно не придут. Стукачей знали наперечет. По крайней мере, были люди, которым было известно, что они стукачи. Это несчастные люди, которые там приняли менты за что-то. За наркотики, как правило. Либо какая-то порочащая сексуальная связь. Все что угодно могло быть. Крючок. На этом стоит нынешняя вся эта власть. Они там все на крючках российской власти. На этом держится все. А тогда это только начиналось. Это вот эти приемчики КГБшные, они использовали для того, чтобы контролировать ситуацию с Ленинградским рок-клубом. Мы не собирались вступать в Ленинградский рок-клуб. Это наша компания. Ленинградский рок-клуб презирала. Мы туда ходили на концерты, потому что там можно было что-то посмотреть. Туда смотрели в первую очередь иностранные игры. Потому что это была такая самая близкая нам группа эстетически. Немножко мануфактура. Конечно же, аквариум. Над БГ принято было тоже стебаться. Но ладно, окей, мы все равно пойдем, потому что все-таки на баба надо сходить. Я инженер на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю чего. Я говорю сейчас примерно про 84-85 год, когда, в принципе, уже люди не стремились туда попасть, потому что, в принципе, уже была отлажена схема, как можно было играть концерты без всякого вступления в Ленинградский рок-клуб. И мы это делали. Другое дело, что не все это оставалось безнаказанным. Кого-то увольняли с работы, кого-то выгоняли из института за организацию концертов в общежитии. Но так или иначе, мы когда в него вступали, это было уже так абсолютно формально. Просто нужна была бумажка, чтобы играть концерты уже на более каком-то таком доступном уровне. Какую роль в твоей музыкальной биографии группы сыграла Марьяна Цой? Гигантскую. Что это вообще за женщина? Это хранительница вообще всего. Я ей благодарен страшно вообще за все. Она пришла к нам в качестве директора в 87-м, по-моему, году. Они только что разошлись с Цоем. Сашке было там, не знаю сколько, года 3, наверное. Она была женщина кипучей энергии. Очень, но она за своих она рвала вообще. И это ощутило на нас, потому что она с нами объездила весь Советский Союз. Петербурга до Владивостока. Мы были повсеместно, и это были всегда очень трудные гастроли. Тогда же было все организовано по-другому, не так, как сейчас. Ты приезжаешь в город, селишься, играешь и ждешь 3-4 дня, когда эти кооперативы, тогда возникли кооперативы, которые устраивали концерты. Было полуофициально. Соберут деньги со всех касс, перенесут тебе этот нал. Часто пытались обмануть, и Марьяна стояла просто на страже интересов группы. Мать родная. Она была очень крутая. И успех группы «Кино», ребята, тоже. На первых концертах она практически сама собрала, организовала эти костюмы, в которых они выступали. Это были жабо. Она работала администратором в цирке на Фонтанке. И там были эти костюмы этих фокусников, всевозможных волшебников.
так далее. Она просто брала эти костюмы и на этих самых первых публичных фотках Цоя с рыбой, они же там в таких странных нарядах. Это все Марьяна таскала из цирка, и она там пробивала зубами вообще всю эту историю. Она много очень сделала. И Витя этого не забывал никогда, несмотря на то, что они развелись. Марьяша показывала письма и рассказывала, что Витя ей говорит. И я встречал его у нее дома уже после того, как мы разошлись. Она никогда ему не сказала ни одного плохого слова. Никогда. Она могла злиться на него, что вот он с этим изишписом. Это ее бесило. Но не потому, что куда-то уходит, скажем, какая-то часть семейного бюджета, который Витя деньги давал, естественно. Потому что там Сашка и так далее. Но никогда ни одного плохого слова. Как бывает часто, когда люди разводятся, сплошь и рядом слышишь, а вот он подонок, то все. Никогда. Да я помню, мы ее встретили, она приехала с опознания из Риги, когда нужно было кому-то ехать на опознание Цоя. Когда он разбился, должен быть родственник ближайший. Это была она. Я помню, когда он приехал, мы ее встречали. Это не передать. Это не передать, что она говорила сквозь слезы. Я первый раз видел, как она плакала. Она была идеальным таким, в те годы идеальным директором группы. Наверное, в современных коммерческих условиях, где нужно больше вот такого какого-то всего, пойти договориться с этим, вряд ли в этих условиях она бы как-то смогла что-то делать. Но в тех условиях дикого шоу-бизнеса тогдашнего она была, конечно, крутейшей. И все, кто ее помнит, не по сказочкам, которые про нее сочиняют журналисты, уже постперестроечные, а люди, которые с ней были знакомы, то есть все со мной согласятся абсолютно. Мне кажется, что вообще вот этот период до гибели Цоя, до распада Союза, вот эти несколько лет, это было время какой-то идеальной надежды на что-то, что с вами случится, и чего в итоге не случилось. Было такое? Да мы не верили, что такое случится совсем. Было ощущение открытых дверей вот этих. Ну вот что дверь откроется, ты войдешь туда, а там, как в сказке повалили «Стране чудес». Иностранцы, стало много концертов, ля-ля-ля, но потом пришел рынок, ты сказал, что развалилось все из-за денег. Отчасти, потому что пришел рынок и рыночные отношения. Когда стало возможным просто ездить по Советскому Союзу и играть концерты. Во-первых, сразу стало понятно, что Ленинградский клуб больше не нужен никому. Он так развалился. И сразу стало понятно, что вот эта концентрация музыкантов вокруг Ленинградского рок-клуба, это был как водопой, знаешь, в пустыне. Все звери, волки, львы приходят, да, все приходят, крокодилы и пьют воду, и никто другого не трогает. Просто это что-то объединяет. Потом расползаются, и где-то в джунглях уже жрут друг друга. Но есть какое-то место, где все вместе. Так и здесь все были металлисты, фолк-рокеры. Тут же была группа «Скорая помощь», тут была группа Володя Леви, Тамбурин, Аквариум. Мы там какие-то панки оголтелые, какие-то еще более оголтелые. Все как бы вместе, все игралось, все смешные эти заседания. А потом все разбрелись по своим нишам, по интересам развития клуба. Появилась творческая организация НЧВЧ, какие-то еще, какие-то музыкальные кооперативы, которые вокруг себя собирали по интересам, каким-то по своим эстетическим воззрениям близкие группы, и все стали как-то расползлись и встречаются уже только на вокзале, на московском вокзале. О, привет, привет. Вы в Москву, и мы в Москву. Вы где? А мы там, все. У нас 150 капитанов. Говорят, что это капитанское село. Бабье село. Бабье? Мужчина все на море. Ну вот как он усатый такой, а тут такие уже все уставшие. Ну это в конце и начале века, 20 века, да. До революции, Целая жизнь. Но он довольный, а она суровая стала. Он-то, небось, попутешествовал, она сидела и ждала на берегу. Первый рейс у нас был в 1892 году. Строили трехмачтовый парусник и Америку прям. Морская школа у нас 1984 года. Самый большой торговый флот в Эстонии. Транспорт дает деньги. Ничего не надо делать, транспорт не деньги. На монеточку похоже. Они в Петрограде потом жили, эта семья. Это брат его был учителем морской школы. Известный эстонец в Америке. Кто он это? переплыл Атлантический океан 4 года на маленьком паруснике. И потом вокруг света. Весной этого года ушел из жизни Олег Баранов, человек, который много сделал для того, чтобы текила джаз была такой сложной, какой она стала.
Насколько для тебя важен его вклад и по-человечески какие у вас отношения? У нас испортились отношения, когда Текила Джаз была вынуждена распаться, не по его вине, он вообще к этому не имеет никакого отношения. Как раз тот человек, которого при том распаде я бы хотел потерять в последнюю очередь. Вообще, то есть... Это тогда в 10-е годы. Да, он появился в группе, его привел Дусер. Первый раз он появился у нас на записи альбома «Целлулоид». Совершенно великого альбома, кстати. Да, альбом, который мы записывали вдвоем барабанщиков в основном. Саша сыграл барабанные парты, остальное все практически записывал я. И то, что у меня не получилось, вот сделал Олег. Он сыграл в 2 песнях, сыграл прекрасно. И с этого момента, конечно, стало понятно, что надо его приглашать на следующую пластинку и уже включать в концертный состав. И следующий альбом «150 миллиардов шагов» уже был с ним записан. И у него вообще уникальный взгляд, мелодический, вообще нестандартный. То есть он мастер контрапункта такого абсолютно виолончельного. Где-то он там свою линию играет, очень интересную, абсолютно интуитивную, не определенную ничем, ни какой-то школой, ни какой-то наслушанностью, ни цитированием, там ничем. Просто такая игра в музыку. Не играть в музыку, а играть с музыкой, такие штуки. Да, я очень переживал, когда мы разошлись. Я ему писал письма, говорю: Олег, ты тут вообще ни при чем, родной, давай не ссориться. И он не мог, он обиделся надолго. Потом перестал, и последний, вот мы, тем более, когда мы уехали, он мне что-то писал в личку. Но он остался? Он остался, да, и вот умер. Да, как многие мои друзья. К сожалению, он умер уже не будучи моим хорошим другом, но мы как-то вернулись в отношениях. То есть он мне пописывал какие-то письма, такие поддерживающие комментарии оставлял в Фейсбуке хотя бы. Но он, конечно, внес очень много, это правда. Но водораздел в итоге проходит не по «уехали, остались», не поддержал, осудил, а где-то в другом месте на самом деле. Слушай, у нас было всегда 2 непримиримых персонажа в группе. Я и Саша Воронов, наш барабанщик. То, что мы абсолютно разные во всех смыслах, это было понятно с самого начала. Начиная с «Толстый тонкий». Саша, это которого кто, Sex Pistols его хотели? А нет, кто его хотел к себе пригласить? Rage Against the Machine, это легенда такая. Знаем мы эту легенду, да. Там просто Том Морелло сказал при нас, при всех. Нам бы такого барабанщика. Типа, классный барабанщик, нам бы такого. Все. Больше ничего не звучало. Да, просто группа Rage Against the Machine тогда находилась на грани распада. Это был их тур, который они доиграли и больше не встречались многие годы. Мы были абсолютно разными всегда. То есть у нас абсолютно разные вкусы. За исключением какого-то корпуса музыки, которую мы вместе любили в детстве. И принесли с собой какие-то общие вкусы до последнего момента. Политически абсолютно разные. У нас дело доходило до драк во время репетиций, во время споров. Хороший дедушка Сталин или плохой. В какой-то момент я его троллил бесконечно. Он меня там дразнил, там, голубая кровь, там, вот это все. И я очень гордился, что мы в какой-то момент забили на все, и мы являли собой прекрасный слепок общества. То есть довольно дружная группа, мы вместе ездили на рыбалку, ходили друг к другу в гости, он там мне какие-то лекарства привозил, мед, когда я болел. То есть мы, да, вот ты ватник, я нет, но с этим можно жить. Мы разные вкусы, но мы делаем одно дело. Типа любовь к музыке важнее политики. В общем, нам казалось, что вот если бы все так жили, то есть просто, мы думаем по-разному, но давайте будем ровно представленными в парламенте и будем решать вопросы сообща. Что-то мы вам, что-то вы нам и так далее. Как устроено демократическое государство идеальное? Не знаю, существуют ли сегодня еще такие идеальные демократические государства. И это было очень круто. И многие задавали вопросы политически ангажированные ребята. А как вы вообще выживаете? Я говорю, слушай, вот так. И считаю, что это классно. Я считаю, что наше классное достижение, что мы оба друг по другу все понимаем, но это не мешает нам жить и дружить. И, конечно же, 24 февраля все изменило. Уже невозможно стало дальше продолжать так. И вы не общаетесь? Я продолжаю поздравлять Сашку с днем рождения, а он мне не отвечает. Больно тебе? Нет. Я знаю, что он считает наверняка меня врагом. Я знаю, что он там... А ты его кем считаешь? Дураком. Я его люблю, но что делать? Но он вырос в такой среде. У него семейно так считалось. Он просто прилил к корням. В его картине мира все иначе. С моей стороны, кто не уехал в 18-21, все либо расстреляны, либо все сели поголовно. Кроме моей бабушки Лёли, которая была еще маленькой. Но ее папа сел и вышел из тюрьмы только в 1941 году, когда началась вот эта фаза Второй мировой войны, которую называют в Советском Союзе Великая Отечественная война. И он бы сидел до 50-х, естественно, если бы войны не было. И все остальные сели, все мои родственники, особенно те, которые занимались физикой,
ядерщики, физики, которые занимались геосферой планеты и так далее. Известные сибирские ученые. У него никто не сел. Он считал, что это немножко надумали, что зря никого не убивали. Да, кого-то убивали. Но они действительно, наверное, были враги. Это не были они. Ну, неважно. В общем-то, с этим можно было жить до 22 года. Более того, я Сашке сделал предложение, когда у нас появились документы, мы смогли уже ездить по Европе и играть. Я должен был это сделать. Я написал, что мы будем играть, приезжай. С визой мы поможем. Какой-нибудь что-нибудь придумаем. Но он написал мне ответ, он был официальный. Я с дуру приложил скриншот, и многие решили, что я выложил кусок личной переписки. Так что этим не является. Просто он написал текст, который мне просто было сохранить как файл и переложить уже потом туда. Но я этого не сделал, это я виноват. Не пойду играть на территорию врага, вот и все. Так что я играю на территории врага, то есть я враг. Не знаю, что они там еще обо мне думают, но они довольно резко относятся против всех нас, насколько я знаю. И очень любят Пу своего. Дедушка мой из Вильнюса. Сначала он жил в Царском селе, он аптекарем был. И поехал изучать народы Сибири в Хакасию. Организовал аптеку в Минусинске и стал создавать частный музей. Николай Михайлович Бартянов. Археологи и этнографы, они знают все абсолютно про этот музей, что он долгие годы был единственным музеем такого рода в Сибири вообще. И собирал библиотеку там. Все вот как здесь. В итоге он вырос до большой величины и библиотеку собрал. И там висит такая доска. В этом музее, в библиотеке музея в таком-то там году занимался во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин. Вот там 30 верст до Шушенского. Единственная библиотека в округе, так на сотни верст, это была библиотека музея. Шушинская, я там был Минусинский был там. Минусинский, вот. Были в музее там? Это музей моего прапрадедушки. Хозяйка сидит, эстонка там. Он в эстонское село ходил, Ленин. Вот вы знаете Минусинский музей? Я знаю, я был. Это село маленькое там. А сколько платили Ленину? Он ссылка, а надо жить, ему платили. Платили, чтобы он жил? Чтобы он там выжил. Как зарплату? Крупская 5 рублей, Ленин и теща 5 рублей, 15 рублей. А кормить и квартира стоила 3 рубля в то время в Сибири. Лишние деньги остались. Расскажи про своего дедушку, который создал музей в Сибири. Он был аптекарем, он из Вильнюса, потомок маленького очень русского рода, у которого было за подвиги в наполеоновских войнах даровано маленькое имение в Литовском княжестве. Он уехал в Сибирь в конце XIX века и организовал аптеку в городе Минусинск и начал собирать коллекцию местных артефактов, этнографических всяких штук. Каменные бабы, всевозможные бытовые предметы хакасского народа, крестьян местных, староверов и прочих, которые населили Хакасию. И все, у него была большая семья, и был не один брак, в итоге стали довольно обеспеченными людьми, и родил кучу детей, был участником Парижской выставки. А это что значит? Его коллекция поехала в русский павильон на Парижскую выставку в 1890 году. На этой же самой выставке главной достопримечательностью была Эйфелева башня. Угу. За год до этого музейной коллекции ездил туда, стал почетным членом Императорского географического общества. В общем, в Сибири про этот музей знают все. То есть это долгие годы был единственный музей на территории Сибири. И это очень уважаемая такая штука. В этом же городе есть медицинское училище имени моего дедушки, в честь которого меня назвали. Он был выдающийся доктор. Вот как раз он сидел и был освобожден из тюрьмы перед войной. Он был выдающимся хирургом, потерял глаз прямо на передовой прямо во время операции. Один раз я встретил в Израиле парня, который закончил это медицинское училище. У него было несколько детей, один из которых дедушка Коля, про которого мне шепотом рассказывала моя бабушка, что наш дедушка Коля, в Америку уехал. Я всегда думал, в Америку у нас есть какой-то дедушка Коля. Она его называла дядя Коля, который ехал в Америку. Да, и письма от него приходили. Я их не читал, но я видел конверты. Они лежали у бабушки стопочкой. И приходили посылки. Все мое советское детство, время от времени, бац, и приходит оттуда посылка. Как правило, со всякой довольно мещанской ерундой. У нас были такие каминные часы, например. Камина не было никакого, проспект космонавтов. Какой камин? Всякие предметы быта, книг не было ни разу, что странно. Скажу сейчас почему. Один раз пришел ковер персидский, тоже гигантский размер, который не помещался в квартиру. И там всегда был адрес Нью-Йорк,
Мэдисон-авеню, дом 1326. А брат мой, который более продвинутый был, Дюша, говорит: а ты что, не знаешь, что даже дядя Коля-то он в Ленина стрелял и не попал? Он же Ленина чуть не убил. Ля-ля-ля. Я этому не верю. Я думал, это семейная байка. Не может быть, как он мог в Ленина стрелять? В общем, все эти 70-е годы, то есть я жил с ощущением, когда выяснилось, что действительно так оно и было, там бабушка потом раскололась. Бабушка раскололась. Бабушка сказала, что да, там была история, но он его отпустил. Почему отпустил? Выясняется, в бытности, когда Ленин был ссыльным в Шушинском, он ездил сюда заниматься в библиотеку частенько. И в ней занимался, вот здесь вот этим столом, там есть экспонаты, типа здесь Ленин сидел, вот стол. Потом я узнал, что они, оказывается, сидели в этом Шушинском, он был там не один, там с ним Керенский, будучи председателем Временного правительства. И они, чтобы денег много не платить, они на одной телеге ездили с будущим председателем Временного правительства заниматься в эту библиотеку. А бабушка рассказывала, что что его поймали, дядю Колю, это было в Петербурге, покушение должно было состояться в Гатчине, где Ленин какое-то время проживал в каком-то особняке, это был 18-й год. В январе-феврале 18 года. Он был эсером, как и практически все члены нашей семьи, то есть они все были эсером, как и мой дедушка Женя, который за это и сел потом, потому что остался в России. Когда Ленин занимался в этой библиотеке, это же был наш дом. Там был не только музей, там люди жили. И дедушка Коля, и дедушка Женя. Когда его привели на допрос, его привели к Ленину, как человек, типа он хотел посмотреть на чувака, который организовал его убийство. Фамилия Мартьянов. То из каких Мартьяновых? В общем, когда он знал, что он из этих Мартьяновых, в легенде нашей семьи, Википедия с этим спорит. Ведь в Википедии есть какое-то другое обоснование, типа он сбежал. А бабушка говорила, что его отпустил Ленин. Типа вали на все 4 стороны и так далее. Дальше все с бабушкой сходится, потому что каким-то образом оказался все-таки вне тюремных стен и оказался уже там на юге России, в Малороссии, в Украине, а впоследствии в Крыму. Галиполи, вот это все, то есть исход. То есть он воевал с 14 по 18 год, он дважды георгиевский кавалер был, и вряд ли бы промахнулся. Он был боевой офицер. После Крыма, после Константинополя и так далее, это был обычный маршрут. Это была Румыния, где он организовал газету. Дальше у него была газета под названием «Берлинский вестник». Затем была газета в Париже. Он перемещался как обычный русский мигрант. А затем он основался в Америке, где работал директором газеты «Новое русское слово». Известнейшая газета. Вот он был ее коммерческой единицей. Там был Седых, который был главный редактор, и был Мартьянов. Про этого Мартьянова можно найти упоминание даже у Довлатова. Типа, захожу в книжную лавочку старичка Мартьянова. Глухой старичок на вопрос, что это такое, там отвечает, что-то не в попад, ля-ля. Генис Александр. К нему в книгу он тоже попал. То есть там как раз и только на лавочке сидит, играют в шахматы, 2 дедули, один из которых бывший председатель Временного правительства Керенский, а второй участник неудавшегося покушения на Ленина, старичок Мартьянов, владелец книжного магазина, который до сих пор торгует православными календариками. То есть он управлял этим издательством «Новое русское слово», а до последних лет, до самой смерти был в Нью-Йорке. Это магазин старика Мартьянова, где он продавал русскую литературу, а также всевозможную православную историю, включая календарики. И вот я читаю переписки уже где-то в 80-е годы, в конце или начале 90-х, в толстом журнале, когда уже разрешили Набокова, выходит переписка Набокова и Добужинского. Оказывается, Добужинский был преподавателем рисования в семье Набоковых, и там письма, они датируются там 20-е годы, и обычные мигрантские письма. Вот трудно живется, вот родился Дима, сейчас Сирин хорошо ведет, книжка первая напечаталась. Дальше следует Париж, потому что Вера еврейка, и из Германии надо было валить в срочном порядке. Тоже об этом все эти письма, что вот что-то не сдается, что сдается. В общем, ищем место, может, ее в Америку, ля-ля-ля-ля. Первое письмо из Америки. Вот приехали в Нью-Йорк, ля-ля-ля, мне дают место, скоро приедем отсюда, пока вот живем в Бруне, какая-то бытовуха. И обратный адрес – Нью-Йорк, Мэдисон-авеню, дом 1326. Адрес, который я знаю с детства, потому что оттуда приходили посылки от дяди Коли из Нью-Йорка, который стрелял в Ленина, но не попал. Понимаешь, а в группе у меня сталинист, который рассказывает, что не было ничего этого. Так а что, он жил у них? Я не знаю. История умалчивает. Я все стесняюсь написать Денису, расспросить как-то его. Мы не знакомы лично, как бы надо его расспросить уже. Но адрес именно тот, с которого мы получали посылки. По этому адресу находилась редакция, в том числе. Он там жил, и, судя по всему, там уже был магазин, на котором продавалась вся эта литература. Но просто это было так странно, вот эти исторические вот эти штуки, что дедушка, который мог убить Ленина, и тогда наша жизнь сложилась бы совершенно иначе не только страны, но и нашей семьи, которые жили довольно богато, в принципе.
А теперь его музей принадлежит государству? Ну, конечно, это Государственный музей, Краеведческий музей имени Николая Михайловича Мартьянова. А ты будешь теперь тем человеком, про которого в твоей семье будут шепотом говорить, это наш дядя Женя, который уехал? Может быть, к сожалению, да. С сегодняшнего дня очень символично, что ваш первый альбом назывался «Не стреляй». Нет, он не так назывался. А как он назывался? Он назывался «Не стреляй». Он назывался «Стреляли» с вопросительным знаком. Вспомни цитату. Дело в том, что это первая пластинка, она абсолютно... Тебе она нравится? Да, смешная, да, мне нравится. Мне очень нравится. Мы играем ее до сих пор, почти все. Это такие фантазии по мотивам всевозможных культурологических мифов. Вот песня про гирильерус, вот песня про пиратов. Вот ровно такая, каким был показан, скажем, герой Джонни Деппа в фильме «Пираты Карибского моря». Это пластинка, набор музыкальных комиксов. А, да? Абсолютно. Там нет никакого высказывания, присущего русскому року, типа вот это отсюда. Это такие зарисовки. Ироничные, да? Зарисовки не то чтобы ироничные, там не было ни иронии, ни постиронии, никакого постмодернизма. Я представлял себе в фильмах, нам хотелось сделать, и в последующих альбомах мы делали всегда то же самое. Делать музыку максимально кинематографичной, чтобы, слушая ее, возникали определенные образы, чтобы можно было смотреть кино, не включая экран. Слушаешь музыку, у тебя образы, они клишированные, они растиражированные, но эта работа как раз с твоей собственной памятью. И понимание этих песен зависит исключительно от того, прочитал ты эту книжку или не прочитал. А это «Стреляли» – это просто, ну, что? Абдулла говорит, да ты что-то «Стреляли?» Ну, там непонятно, там вопросительная интонация, либо она не вопросительная, так или иначе там стреляли с вопросительным знаком. Поэтому там детская обложка совершенно. Артур Молев, прекрасный художник, который рисовал обложки аукционов в том числе, сделал нам эту обложку, она была с детскими пистонами, то есть это был коллаж рисунки и исколлажированные детские пистоны, как простреленные. Так и нет, помнишь, пистон, такие ленточки. Конечно. Вот, это просто суть этой пластинки, такая детская, стрелялка, пиф-паф. Следующий наш альбом «Вирус» называется, в нем уже есть отражение эпохи и стрелялки. Это уже не киношные стрелялки книжные, это уже то, что идет из реальной жизни, из тогдашней. Потому что тогда была пластинка максимально актуальна в 90-м. А вообще может музыка развиваться, не соприкасаясь с реальностью? Может. И она будет все равно хороша? Я даже хочу это делать. Вообще-то. Я вот сейчас последние годы бездействовал, потому что считал, не то, что бездействовал, все время что-то пишу. Первые полгода я не мог открыть рта, то есть не сочинить ни одной ноты. Обсуждали это с БГ после его концерта в Стокгольме 7 июня 2022 года. Он меня спрашивал, пишешь что-нибудь? Я говорю, не пишу. Он говорит, я тоже. Я говорю, ну вот я написал одну строчку. Может быть, там напишу, какая строчка. Прочитал одну строчку, он говорит, продолжай. Какая строчка? Машина полная зла, ползла, устала. Просто строчка, которая мне взялась, когда я увидел какой-то репортаж о русском танке, который подбит оказался где-то в украинских степях. Я сказал, вот машина полная зла, ползла и устала, застряла. Песня-то вышла, она в итоге есть. Машина полная зла, ползла, летела, гудела. Сама не ведала, что людям несла, да и знать не хотела. Я эту песню дописал, и как-то прорвалась, и я все-таки сочинил альбом. Но я его так и не выпустил. Почему? Потому что я не хочу. Потому что это вот эта тоска, это такой мигрантский романс. Не языком мигрантского романса, не так, как мы привыкли его вспоминать. Но он более современным языком музыкально написан, но все равно это либо я не хочу этим делиться, либо не хочу выносить наружу, либо это то, что людям уже не нужно. То есть я немножко упустил момент. Может быть, если я выпустил бы, скажем, на исходе 22-го, это как-то срезонировало бы. А сейчас я чувствую его ненужность, пускай лежит. А что людям нужно сейчас? Веселиться. Да? Людям нужна терапия и как-то так, чтобы не забывать, что на самом деле происходит по ту и другую сторону украинской границы. Не забывать то, что там льется кровь, и Путин там все бомбит, а по другую сторону, что там все плохо, потому что Путин всех сажает. Либо заставлять людей молчать. Хороших людей, там масса людей осталось с тем, которым есть что сказать, они могут. И на них как раз вся надежда. Уже не на нас, на нас уже можно забить. Мы уже все, мы тут сами для себя. Но люди, которые сейчас там накапливается эта энергия, она когда-нибудь сбухнет, и оттуда придет человек, который Россию вытащит из этого говна, я уверен абсолютно. А если говорить о музыке сейчас, то сейчас какая музыка играет у тебя в голове? Под какую музыку ты живешь, вот эти, не знаю, последние несколько месяцев? Всегда по-разному. Я могу сказать, что сейчас... Есть ощущение какого-то застоя сейчас в музыке? Нет, застоя никакого нет. Я смотрю очень внимательно на то, что происходит ежемесячно, еженедельно.
слежу за новинками, не то что за всеми. Там есть ряд жанров, за которыми я не слежу совершенно. Мне совершенно неинтересно, что происходит в хип-хопе. Вообще? Вообще. Ну, то есть мимо меня все равно это не проходит. Какие-то интересные вещи как-то попадаются, но это, как правило, бывает какие-то коллаборации между джазовыми музыкантами и хип-хоперами. В целом это меня не очень интересует. Меня это увлекало в 90-е, когда появился такой интересный хип-хоп, такой странный, когда появились сэмплеры, появились первые джазовые сэмплы, стало их прикольно слушать, что это был не просто бит, драм-машинки и голос, а еще какие-то штуки интересные, такие как Public Enemy и так далее. Иногда слушаю, ладно, вру, но в целом могу сказать, что никакого застоя нет, огромное количество новых артистов, крайне интересных, и невероятно вырос уровень. Даже на Западе казалось, куда расти. Сейчас появляется огромное количество интересной поп-музыки, сложно устроенной, с очень интересными какими-то гармоническими решениями. Иногда мне кажется, что молодежь, которая сейчас выпускает, еженедельные какие-то синглы, просто выпускает эти синглы в качестве курсовой работы во время обучения в Беркли. Потому что выглядит как домашнее задание. А попробуй сделать так, чтобы у тебя было что-то необычное. Смена ритма, смена размера, гармонические скачки необычные, чтобы это было не похоже на никого другого. Таким образом, в поп-музыку проникло гигантское количество экспериментальных всяких штук, которые раньше были свойственны исключительно какому-то авангарду. Я уже не говорю про Билли Айлиш, который мне не показалось прорывной, но многие таким сочли. Вот Розалия, в этом году, которая очень сильно выстрелила. Там огромное количество музыкальных решений, которые характерны были исключительно для такого авант-попа, что ли, то есть, или просто какой-то очень инди электронная музыка. Вот сейчас это слушают миллионы, и это удивительно. То есть это люди не скатываются, как в России, до уровня 2 кусочка колбаски. Сейчас, по-моему, тут очень часто сходит туда. Происходит ровно движение наоборот. Это, конечно, следствие очень мощного музыкального образования и просто музыкального воспитания, потому что огромное количество интересной и не шаблонной музыки звучит повсюду. По радио, BBC 6 или там любая финская радиостанция, крутящая музыку, там можно услышать огромное количество интересных штук, абсолютно не характерных для радиоформата. Привет, Миша Козырев. И, конечно же, дает свои ростки. В этом плейлисте огромное количество песен, которые я второй раз уже не слушал, которые мне чем-то понравились при первом прослушивании. Кстати, это тоже вредный подход, потому что бывает часто так, что ты с первого раза песню не пресекаешь, и только с 3-4 раза начинаешь понимать, что там на самом деле было. Таким образом, конечно, огромное количество музыки уходит на второй план, потому что не срабатывает с первого прослушивания. Это значит, что ребята, которые освоили коммерческие приемы, которые цепляют тебя прямо с первых тычков, чему обучают в том же самом Беркли и в прочих таких заведениях, включая частных преподавателей. Эти ушлые ребята добиваются своего, и они тебя раз хватают, цепляют и попадают таким образом в плейлисты уже по твоей воле, а не по воле редакторов, которые сидят на платформах и там что-то составляют, какие-то плейлисты. Соответственно, мы даем им дорогу и таким образом потакаем вот этому, в принципе, естественным пока образом, созданному искусственным интеллектом, потому что все, что сейчас делает искусственный интеллект, и зачем к нему обращаются, скажем, профессионалы, как написать хит, что нужно сделать, чтобы песня зацепила. Интеллект это подсказывает, какие-то штуки, решения. Он его берет, во-первых, из интернета, из советов всяких коучей, которых миллион, как создать произведение, чтобы оно зацепило. Дело в том, что музыканты в последние лет 10, они сами пытались создать этот искусственный интеллект. Я говорил с десятками людей, которые бесконечно находятся в поиске вот этих решений. Идеальная гармония, на какой секунде должны ступить барабаны, на какой секунде песня должен начинаться куплет, чтобы точно песня попала в плейлист радиостанции, или чтобы ты не приключил ее в ТикТоке. Люди сами ставят себя в такие рамки, гоняют себя в эти клише того, чтобы быть услышанными. Это большая беда, потому что человек в стремлении быть услышанным рубит на корню какие-то вещи, из которых, в принципе, состоит музыка. Но это то, против чего Текила Джаз всю жизнь боролась. У меня иногда было ощущение, что вы специально пишете поперек всех этих коммерческих гайдлайнов, чтобы уж точно не быть ни на кого похожим, и уж точно... У нас была такая идиотская тенденция в начале, просто такая злобная позиция, чтобы быть не похожим. На самом деле все не так. Для того, чтобы оценить глоток воды, свежий, прохладный,
по достоинству оценить. Нужно какое-то время промучиться, идя по пустыне. Если ты просто вот идешь по квартире, вот надо бы водички попить. Раз наливаешь, выпил, и забыл, дальше пошел. Но если ты выстроил этот первый глоток, ты понимаешь, в музыке то же самое. И часто для того, чтобы услышать какой-то аккорд, чтобы понять смысл произведения, тебе надо очень крепко поддостать, прямо сильно. Тебе нужно погрузиться в такую, в данном случае, звуковую атмосферу, гармонически, тембрально, в темповом отношении, в метрическом отношении, чтобы тащить тебя, чтобы тебе было неудобно, и в какой-то момент дать тебе вот какой-то аккорд, и ты понимаешь, Господи, вот для чего все это было нужно. В этом смысле люди, которые пишут длинные какие-то произведения, мне гораздо интереснее, потому что они, во-первых, достаточно смелые, чтобы наплевать на коммерческие решения, достаточно самоотверженные, потому что это сразу влечет за собой отсутствие в коммерческих плейлистах, низкие продажи, низкая явка на концерты. Это такая самоотверженность, которая достойна всякого уважения, которая понимает музыкальную драматургию по-своему. Все должно развиваться естественным путем. И нужный аккорд должен взять именно в нужное место, а не прозвучать уже на 16-й секунде, чтобы не дать тебе переключить на следующую радиостанцию. Если ты чувак из тех, который переключает на 16-й секунде, то ты мне в таком случае нафиг как слушатель не нужен. Смело. Только в этом смысле мы все делали поперек, потому что нам нужен был именно тот слушатель, который дождется того момента, когда прозвучит что-то важное, которое объясняет, для чего нафиг мы здесь все это время страдали. У нас есть песня, например, «Зима». В исполнении Tequila Jazz она, по-моему, звучит 8 или 9 минут, а в исполнении «Оптимистики» она, по-моему, звучит 12 минут. Почему? Потому что это бесконечная зима на севере, скажем, планеты. В нашем случае в Петербурге. Чтобы ощутить вот это ее течение бесконечно, месяц раз, каждый куплет месяц, 1, 2, 3. Чтобы передать вот эту зиму, недостаточно было 3 минут 40 секунд. Это должно быть обязательно длинное произведение. Неспешно развивающееся. Вот лужи замерзли, снега нет, опять нет. Вот снег появился, растаял. Ой, праздники. Новый год. Здрасте. Рождество. Здрасте. Снега больше. Снега еще больше. Февраль. Ветер начинается. Ужасная погода. Март начинается. Как бы это весна календарная, но все-таки это еще зима в Петербурге. И вот чтобы передать всю эту историю, ты пишешь длинную песню. Без всяких шансов попадания на радиостанцию и в плейлисты. И в плейлисте к тем ребятам, которые перематывают тебя на 16 секунде. Вот эта драматургия часто бывает гораздо важнее, чем коммерческий успех. У нас есть песни, которые длятся 2 минуты. У нас есть песни, которые длятся 40 секунд одна. Но это кавер-версия Владимира Высоцкого. Где твои 17 лет? Знаешь, какая была задача? Какая? Мы участвовали в этом сборнике, Шевчук его делал. Я решил взять эту песню на Большом Каретном. Но поскольку я никогда не был фанатом Высоцкого, я знал дословно только вот эти строчки. А остальные текст не знал. Я стал спрашивать у друзей. Интернет тогда еще не был так развит, как сейчас. Это был 97-й, по-моему, год. А ты знаешь текст песни в Большом Каретном? Не знаю. Слушай, а ты же слушал Высоцкого. Ты знаешь текст песни? Не знаю. И тут так я обнаруживаю, что из моих знакомых никто не знает текста песен на Большом Каретном. Соответственно, я решаю, что дальше искать его не буду и ограничусь только припевом, потому что это вполне достаточно, чтобы эту песню обозначить. Как этот анекдот про анекдот. Первый – все смеются, второй – все смеются, третий – мы при дамах неприличных анекдотов не рассказываем. Так что здесь была задача просто сыграть один припев, и он короткий. И там сразу был бык за рога, потому что это уже припев. Без всякого баловства в виде куплетов и так далее. Так что тут не ради каких-то музыкантских понтов, а просто такая штука, драматургия. И потом, конечно же, хотелось сделать так, чтобы музыка как-то развивалась. А потом, когда пошел говнорок, мы с Мишей Козырем это обсуждали многократно. Естественно, делаешь что-то, чтобы быть не похожим на этих ребят. А быть не похожим на этих ребят, это вполне достаточно просто оставаться самим собой. Ты в интервью Козыреву год назад рассказывал о том, что в шведской арт-резиденции ты пишешь саундтрек к своей жизни. Что это значит? Во-первых, я пишу очень много детских песен сейчас.
Вот это да. Но это неизбежно. Знаешь, я человек очень податливый. То есть, я, например, читаю Набокова, то я потом обнаружу, что я пишу кому-то письмо длинное, но это слог того человека, который Набокова перевозил. И если я читаю вдруг Довлатова, то я вдруг начинаю говорить языком Довлатова. Ну, это просто я заражаюсь и продолжаю. Поэтому перед тем, как хватать гитару, бас-гитару или садиться за пианино, что-то сочинять, я стараюсь не слушать ничего хотя бы час, чтобы не продолжать линию, потому что хотя бы что-то свое. Или, может быть, это не нужно, потому что мы на самом деле хороши в том, что мы можем чью-то линию продолжать. В этом и есть преемственность, и продолжать, если тоже нет ничего плохого. Но когда поешь бесконечные колыбельные, читаешь сказку или там какую-то детскую песню там с кем-то разучиваешь, то естественно, что ты начинаешь делать что-то свое, ты продолжаешь в том же ключе. Поэтому у меня стали появляться детские песни одна за другой. Так вот, что такое саундтрек твоей нынешней жизни. Может быть. Вот. И детские появляются, и я теперь начинаю их на концертах даже исполнять, когда у меня бывают сольные концерты. Теперь рискнул выступать в одиночестве, и я их туда потихонечку вкрапляю. Ну, они детские, но они вполне живут во взрослом каком-то пространстве концертном. И да, поскольку сейчас в основном вся моя жизнь, она крутится вокруг детей, школа, после школы, ну, ты знаешь, как это все было, травматичные все эти переезды, обустройство, привыкание к новому языку, потом уже к другому. И нас уже в полицию вызывали, то есть у нас всякое бывало уже. Все пока в порядке, но есть вопрос, как у всех. Поэтому я либо продолжаю писать такую музыку, которая обычно меня лечит. Это очень спокойная, амбиентная музыка. Не та, которую ждут от меня люди, которые хотят, чтобы я продолжал. Вот это все про 90-е, хардкоры. Такую музыку мы тоже пишем. Но когда я встречаюсь с группой. А с группой я встречаюсь редко. Потому что живем мы в 4 разных странах. Это Швеция, Израиль. Бельгия, Германия, Израиль. Звукорежиссер еще в Эстонии. Встречаемся редко, но когда встречаемся, мы сейчас какой материал пишем, мы скоро будем записывать его уже. А все-таки будете? Ну, конечно, да. Ну, что-то будет. Какое? Как что? Ну, как текила джаз будет. Это то, что я пишу сам себя куда-то. Это ближе к оптимистике и к тем вещам, которые я делал для кино. Просто музыка и тексты без особого авангарда. Она вполне традиционна, и это хорошо. Я стал слушать больше традиционной музыки и меньше авангардной. Я за ней слежу, но отмечаю здесь какие-то вещи, но слушаю меньше. Традиционные формы, они больше сейчас увлекают, и как раз в них я нахожу какие-то вещи, которые стоило бы продолжать. И на их основе уже экспериментировать с каким-то новым языком, с электроникой, с формой речи, то есть о чем петь и как. В общем, не просто. И вот этот момент, что вот ты уехал, и тебе сейчас срочно нужно писать что-то против войны и Путина. То есть я чувствую, что мне надо это делать. То есть надо? Как гражданину я чувствовал потребность, что вот надо какое-то делать высказывание, я понимаю, что не могу. Это не мое прямое политическое высказывание, это вообще не то, что я могу делать. Я это могу сказать в интервью, включить камеру, сказать на камеру прямым текстом, что я думаю про него персонально. Это я делал многократно. Не на камеру, а с текстом в соцсетях. А в песнях не получается. То есть у меня появилась одна песня, это вот «Маури». Это моя первоминутная рефлексия на рассказ моего друга, который поведал мне историю своего сына, который провел в плену 40 с лишним дней в подвале среди 14 своих сослуживцев. Он был военный украинский. Каждый из них помер, он там один живой только выжил в этом подвале. Мой друг рассказал историю своего сына, когда он искал и нашел, как раз с помощью вот этого Маури, бойца, который впоследствии был убит. Песню придумал примерно не знаю, максимум полчаса. Вернее, 15 минут, пока я шел до дома. От Ратушной площади до нашего дома на Томпе наверху. И поэтому она такая традиционная, потому что она родилась у меня в голове. В голове не умею экспериментировать с формой. То есть это она, естественно, рождается в голове на какую-то, в принципе, уже клишированную ритмическую и гармоническую базу. Это все это ложится. Мне нужно было только прийти домой, взять эти аккорды и сверить текст и эти аккорды. И решил ничего не менять. И даже когда мы ее выпускали, я оставил именно ту запись, которая была сделана в первые десятки минут. Чтобы оставить его незаметно, этот нерв, наверное, эту эмоцию. Но я надеюсь, что заметно. То есть, когда я ее слышу, я там в третьем припеве слышу, как дрогнул голосок. И я думаю, во-первых, этого не повторить, раз, во-вторых, повторить этого не нужно, то будет подло. Это такая классная краска, и она естественная. Если кто-то заметит, спасибо и извините, я слабый человек. Пусть так останется. Я встретил друга после года боев. Он мне рассказывал, что сын его жив. Какой-то парень
из далеких краев услышал грохот знакомый призыв. Он нес его еле-еле, он говорил: потерпи, а спустя лишь неделю остался лежать в степи. В прежние годы я в таком традиционном ключе не стал бы выкладывать ничего, потому что считал, что это такое, я же крут, я круче этих всех, я сложнее, я могу так, я могу сяк, я гармонию здесь построю другую, я здесь возьму размер другой. Вся эта ерунда абсолютная, которая в принципе не нужна. То есть пришло время простых высказываний? Ну да, это не значит, что нужно упрощаться. Редукция такая уж полнейшая не нужна, но как гениально Боря выпустил песню вот буквально на днях. Песенка из 3 строчек. Завтрашнего дня день начинает прирастать. Завтрашнего дня день начинает прирастать. Завтрашнего дня мы сможем стать тем, кем могли бы мы стать. Завтрашнего дня солнце начинает прирастать. 20 секунд. И все. Такой хоку, да? Во! Просто я ему пишу: Борька, молодец! Новый жанр, продолжай. Он мне не ответил пока. Это не значит, что время простых высказываний, просто какие-то вещи достойны того, чтобы их не осложнять. Я всю жизнь так все переосложнял. Во-первых, потому что мне было интересно. Во-вторых, потому что я пытался построить новую какую-то музыкальную вселенную. А в-третьих, чтобы показать факт всем этим говнорокерам вокруг. Потому что мне казалось всегда, что музыку, как и прочие какие-то важные для истории вещи, нужно как-то поддерживать на уровне и куда-то все-таки развиваться, а не падать на днище, используя одни и те же избитые клише. Тем более, когда эти клише начинают использоваться сознательно, чтобы быть в формате радиостанции или там телеканала. Нужно как-то этому противодействовать и все. Это часто было искусственно, я соглашаюсь с этим. В основном нет. В целом совпадала моя личная заинтересованность в том, что делать музыку сложнее и интереснее. И мы, конец нашей российской биографии, я имею в виду на территории России, уже научились делать так, как мне кажется, чтобы было и достаточно сложно, внутри устроено, и чтобы слушалось очень просто со стороны, чтобы людям не пришло в голову начинать высчитывать размер, в котором это записано. Но мне кажется, что мы достигли этого, потому что люди не задумываются. Мы часто беседовали с какими-то людьми, они говорят: как классная, простая песня. Я говорю: ты посчитал там, как все устроено? Не посчитал, как там? Говорю: вот так. Точно, как круто. Просто прячешь сложную структуру под такое маскирующее. К этому мы шли, и в какие-то моменты уже все-таки начали приходить. Но тут случился перерыв из-за этой войны вонючей. В 25-м году ты впервые поехал в Канны как автор музыки к фильму. Да, это было классно. Что за идея, что за фильм? «Зима в марте». «Зима в марте». У нее есть эстонское название. Там как-то переводится как «Зима идет за мной». «Winter March» – это интернациональное название. Под этим названием собрал уже 14 призов на разных фестивалях. К сожалению, не попали в шорт-лист «Оскара», хотя были в лонг-листе от Эстонии. Это стоп-моушен муви. Он абсолютно в уникальной манере сделан. Это надо видеть на фестивалях. Он взял гран-при в Сараево. Мы взяли в нашей номинации 3-й приз в программе ЛСНФ. Это внутри основной программы. Это такая чуть-чуть сайт, такая программа для режиссеров-дебютантов с коротким метром. Как тебе ставили задачу музыки? Из того, что я видела в трейлере, это там что-то такое? Очень быстро все это делалось. Дело в том, что вообще о Каннах никто не думал. Наташа 3 года делала эту картину. Это история про молодую петербургскую пару, которая не перенесла того, что Россия напала на Украину и покинула Россию через всем известную границу Верхний Ларс, уехала в Грузию. Это документальное кино. Вернее, документальная история. Там звучит интервью. Полностью текст барышни, которая рассказывает свою историю. Довольно коротко, лапидарно. Эмоции первые, вторые, эмоции на границе, первые впечатления от Тбилиси. И все это иллюстрировано таким вот кино. Да, и все это планировалось выпустить как-то потом на YouTube самостоятельным произведением. Я был в туре, какую-то музыку уже Наташа присылал, такую очень примерную. И тут мы в туре где-то между Вроцлавом и, по-моему, Краковом. Едем в автобусе, она мне пишет, что: Женя, или там перезвони срочно. Нас взяли в Канны, срочно музыка нужна на следующей неделе, надо им послать уже типа чистовик. А я в туре, в автобусе сижу, ноги на переднем кресле. Завтра целый день опять в автобусе, спим тоже в автобусе иногда. Когда я музыку эту сдал? В общем, как-то быстро очень что-то собрал из того, что уже было сделано, что-то дописал, песню даже написал одну туда. И так, неожиданно произошло. У какого
фильма из тех, каким ты не писал саундтреки, идеальный саундтрек? У всей трилогии «Красный, синий, белый». Вообще идеальный саундтрек в фильме, где нет музыки вообще никакой, честно говоря. Здравствуйте. Серьезно говорю. Потому что если фильм... Сейчас Тарантино тихонько заплакал. Тарантино постмодернист, ему без музыки никуда. Если фильм обходится без музыки, и ты этого не замечаешь, это абсолютно идеальное кино. У «Любви» Ханеке какой саундтрек? Да, конечно, я сейчас немножечко шучу. Это просто это идеал. Идеал – это кино, наполненное тишиной. Вернее, звуком самой жизни. Если ты не заметил, что оно прошло в тишине, это значит фильм «Вау». К сожалению, часто музыкой кроют ошибки в сценарии, длинноты монтажа, всякие штуки такие, недоработки. Не всегда. Иногда с этим я тоже сталкивался. Но, не знаю, может быть, сейчас скажу, Бертолуччи, тоже, например. Под покровом неба, Sheltering Sky, скорее всего. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Но, наверное, только потому, что там Ричи Сакамото и Дэвид Боуи, и оба играют, снимаются там в главных ролях. И музыка звучит Сакамото, и поет там Дэвид Силвиан одну из вещей впоследствии. Да много. На самом деле, «Свой среди чужих» абсолютно идеальный саундтрек. Гениальный. Кстати, нужно сказать правду, что мы пока ехали, мы погуглили. Да, и мы все не погуглили, так. да. Артемьев написал песню, которую поет Градский на стихи Натальи Кончаловской, первее, чем наши заморские друзья. Да, и казалось, что Шибилдинг написал песню вообще Элвис Костелло. Правда, остановили, Градский молодец, и Артемьев молодец. А Артемьев же крут. Артемьев крут, конечно, крут. Вспомнил еще один идеальный саундтрек. «Нью-Йорк Сторис». Сборник новелл Мартина Скорсезе. Там так легла эта «White Shade of Pale». Просто Procol Harum. Это так вообще дробительно и офигенно. Что касается песен, офигенный саундтрек теперь же малоизвестного, когда-то нашумевшего фильма «Багдад кафе». Какие такие вещи мне нравятся. Вообще очень сентиментальная. Мне вот такая сентиментальная музыка нравится, поэтому мне нравится, когда ее нет, чтобы мне не прослезиться при детях лишний раз. Ты много писал музыки для кино. Тебе это нравится? Я это люблю. Я всегда хотел этим заниматься. И, в принципе, все, что мы делали, как Текила Джаз, это все музыка для кино. Просто кино не было. И когда мы получили первое приглашение, я сказал себе, наконец-то, господи, кто-то допел, что мы делаем на самом деле маленькие микрофильмы музыкальные. И тут появилась возможность писать инструментальную музыку, не отягощая себя текстом, то есть изъять нарративную часть и быть тем, кем быть я всегда хотел, играя в рок-группе. Знаешь, кем? Кем? Человеком второго плана. Я никогда не хотел стоять у микрофона. Никогда. Моя роль, такая моя функция прирожденная, это незаменимый человек второго плана. Так было в «Объекте насмешек». Так было в предыдущей группе, где я играл с Дюшей, с моим братом. С Рикошетом было точно так же. Я второй план. Я всем занимаюсь. Ты на репетицию можешь не приходить. Мы сейчас все сделаем. В «Текиле Джаз» мы просто не нашли себе певца. Я хотел другого певца. Я хотел играть, заниматься бас-гитарой, все делать, все, что мне надо. Но просто мне нужен был певец, который был способен писать тексты, б, исполнять так, как мне представлялось нужным. Просто его вокруг не было. И все, мне пришлось ставить микрофон самому. И это для меня, на самом деле, мучительная довольно-таки роль. Я человек второго плана. Знаешь, есть Сёгун, царь, и Ронин. Да. Человек, который выпущен на вольные хлеба, бесприютный самурай. То есть, если бы у меня был когда-нибудь какой-нибудь свой Сёгун. Это было круто. У меня был один счастливый концерт в моей жизни, когда я ощутился под такой надежной защитой, раз, и на своем месте, два. Это когда мы один раз на фестивале «Табык», о котором я говорил чуть раньше, в Якутии, играли как аккомпанирующая группа с Жанной Агузаровой. 3 или 4 песни. Мы быстро выучили в тот же день в гримерке, разобрали эти песни, но благо мы их знали, это все были хиты. А что это было? Это «Браво» период или период после «Браво»? Это период «Браво», да. Мы ушли на сцену, мы дико боялись, то есть мы первый раз в жизни, и, видимо, единственные сейчас будем играть эти песни. Жанна с нами общалась только на английском языке во время репетиции. Исключительно. Ну окей, она только вернулась из Америки и была вся такая американская. Единственное, что он сказал по-русски, когда нас объявили, и надо выйти на сцену, она сказала: ну все, пошли, парни, пошли. Это было единственное русское. После этого мы с ним не общались никогда. Да, и я вышел на сцену, просто играл на бас-гитаре. Все взоры аудитории были, конечно, на нее. Но я стоял на сцене, играл свою очень нужную партию бас-гитары. Это музыка регги. Я чувствовал себя на своем месте, занимающимся важным, очень нужным, незаменимым делом. Бас-гитару не заменит ничто. Это правда. Музыка без бас-гитары, музыка без баса – это шум.
Обожаю басистов, так. Вот, это был счастливый день, потому что вот она выходит, на репетициях она была просто такая... Мы терпели. Но как бы звезда, нормально. По-английски окей. Но на сцене просто раз выходит человек, и это столб стоит такой. Огромный столб света. Она была в хорошей форме очень. Господи, я всю жизнь так хотел. Стоять сзади, играть на бас-гитаре, с кем-нибудь классным. Заниматься своим важным делом и достоинством принимать комплименты, если их заслужил бы в этой ситуации. А в какой бы ты группе мечтал играть? В кино. Ну, в те годы. Я даже помню этот зазор, когда там был зазор между Титовым и Тихомировым. И была маленькая возможность. Я как раз в тот момент играл в «Объекте насмешек», и Марьяна была нашим директором. Там можно было протолкнуть мою фигуру, но вот там что-то не вышло. Боже мой, даже в рок-музыке есть вот эти вот все... Да нет, там просто взяли Игоря Тихомирова. Игорь Тихомиров прекрасный басист. Он, во-первых, мой учитель, как и Саша Титов, предыдущий басист группы «Кино». Он играл в группе «Джунгли», а на тот момент была одна из самых лучших инструментальных групп вообще. Мне кажется, в мире тоже, потому что они играли музыку мирового уровня абсолютно. Да, и Тихомиров стал играть в кино, и, конечно, вот этот его пульс, он много очень дал. Так что я второго плана человек всегда был и всегда бы таким и оставался. С 25-26 какую ты композицию возьмешь с собой? Слушай, я не возьму. Я перестал даже составлять хит-парады в этом году. Вот сейчас открываешь Facebook или что-то еще, и ребята вывешивают хит-парады. Мои 25. Я не буду этим заниматься. Я просто складываю каждый день туда, типа, что мне понравилось в течение дня. И это такой длиннющий плейлист, в нем уже не знаю сколько песен. Там ежедневно туда попадает 2 или 3 номера. Ежедневно? Ежедневно. Это может быть сингл, это может быть часть альбома. Это то, что понравилось из нового. Сейчас залезу в телефон, посмотрю, сколько Посмотри. там в этом плейлисте. Я его завел, по-моему, в 23-м году. Но сейчас там 119 часов музыки. Но 191 раз кто-то засейвил этот мой плейлист. Да, поэтому трудно сказать. Сейчас такое все разное. У меня вот каждую неделю появляется альбом года у меня. Это потом проходит неделя, и какой-то новый альбом, я считаю, что альбом года. Там какие-то альбомы, которые я с удовольствием слушал в апреле, а сейчас абсолютно про них забыл, потому что такой поток невероятный, столько всего хорошего, что все это уходит. Сейчас, сместился горизонт планирования, вот он скукожился до 2 дней, да, наверное? Окей, не 2 дня, там месяц. Точно так же это с прошлым работает, также оно компрессируется и моментально становится очень отдаленным прошлым, я не знаю, по прошествии уже 3 дней. Я возвращаюсь периодически к своему плейлисту, и оттуда что-то забираю. Но знаешь, сейчас музыка, она для меня превратилась, я не сразу это понял, она заняла исключительно утилитарное место, очень важное в жизни. В принципе, именно то, которое она должна занимать в жизни. На 2% я слушаю из профессиональных интересов. Что вышло новенькое, какие тенденции, какие новые звуки. Со смехом слышу, например, тенденцию всех альбомов 25 года, что будет их характеризовать. Какая маленькая штука. Знаешь, какая? Почти во всех альбомах, включая очень поп-альбомы, везде абсолютно присутствуют эти плагины, которые имитируют старую кассетную пленку. Вот это динамические искажения, и вот там где... поняла. Чуть-чуть дрожит гитара. Это нормальная вещь. То есть это, когда вышли эти плагины, это было очень весело, потому что можно было как-то разнообразить современный цифровой такой звук, особенно в условиях, когда у тебя нет возможности записать нормальный аналоговый инструмент, старинные всякие штуки. Огромное количество людей делает сейчас музыку непосредственно просто своим лэптопом, и все. Звуковая карта, лэптоп, и получается прекрасная музыка на самом деле. И чтобы это разнообразить, используют всякие штуки, которые худшайзеры, как мы их называем. Вот это все настолько уже похорошело, что нужно ухудшить. Сейчас все работают над этим, над сатурацией, чтобы все звучало похуже, погрязнее, сузить картиночку немножко у гитары. На самом деле это все делает звук теплее, или, по крайней мере, создает иллюзию, заставляет начинать работу вот этих нейронных каких-то связей, которые отвечают за комфорт, связанный с ранее прослушанной музыкой. Да, вот эти старые записи 70-х годов с легким дребезжанием и так далее. Сейчас все это имитирует, чтобы создать именно это тепло.
В 80-е, если ты помнишь, я продержался в этой тенденции аж до 2022, наверное, года. Стремился к холодному звучанию, к холоду, как в текстах. У меня, кстати, это всегда возникало в этом смысле противоречие с текилой джаз, потому что мне казалось, что слишком отстраненно. Мы этот холод держали в себе и пропагандировали этот холодильник бесконечно, да, вот этот надмирное, вот это абсолютно ледяное какое-то пространство. И он стал растапливаться потихонечку чуть попозже. Это связано, конечно, не только с климатом, это связано и с человеческими отношениями, и с ужасом, который сейчас происходит в мире, в современной истории. И в этом смысле, когда я слушаю музыку из профессионального интереса, а в основном это исключительно терапевтический процесс. Это релаксация, поиск тепла, дома, уюта, спокойствия, гармонии, Бога, в конце концов. Поэтому это большое количество амбиентной музыки, какого-то прозрачного, спокойного фолка. Огромная часть из того, что я слушаю, это хоровая музыка. Так было всегда. Хоровая. Вокальная музыка. Светская, духовная, любая. Сейчас, наверное, больше духовной музыки, потому что меня стали раздражать назойливые эксперименты с гармониями. То есть я их очень люблю и очень их ценю, но сейчас в моей сегодняшней ситуации мне диссонирующая суперэкспериментальная музыка не очень нужна. Мне нужно успокоиться, просто чтобы не сойти с ума. Поэтому, например, Иоганн Себастьян Бах идеально подходит. Палестрина и так далее. То есть сейчас для меня музыка – это лекарство. Раньше над этим посмеивался, потому что еще в 70-е так было принято. В 80-е любой тупой рокер, поклонник хэви-металла такого, дубового и так далее, обязательно должен был сказать: «А зато я люблю Баха». Это был как бы признак того, что ты не только тупой рокер, но еще и немножко шире мыслишь. Такая палочка-выручалочка для всех. Но как раз к Баху я возвращаюсь очень часто. Гайд более развеселый чувак. Два главных композитора этих широт, Пелицис и Пярт, живы? Живы. Кого ты выбираешь? Я все-таки Пярта, да. Почему? Чем музыка Пярта? Ты мне говорил, пока мы сюда ехали, что Пярт самый исполняемый на свете композитор сегодня из ныне живущих, так? Ну, это просто статистика. Во-первых, дай бог ему долгого здоровья еще и лет, потому что он давно уже живет, исполняется еще с 70-х годов, активно очень. А в чем его секрет? Я не знаю. Простота, вот эта простота, доходчивость и кажущаяся такая примитивность. Его примитивность, примитивность на первый взгляд, она обуславливается тем, что он очень простым языком говорит с нами через музыку. И там есть юмор, очень специфический и потрясающий эстонский юмор, который, вот, если знать эстонскую литературу, это фантастический, очень саркастический и очень точный и очень быстрый ум. Вот эти все анекдоты про эстонцев, про то, что они медленные, вот это такая чушь вообще. Более быстрой, своевременной и яркой реакции, очень точной, которая ловит тебя на первом же твоем проколе и в то же время с большой иронией говорит о национальных традициях. Это редко у кого увидишь. У эстонцев это есть, это очень ценно. И Арво Пярт этим полон, но это по нему видно, что он очень добрый какой-то дядька. В музыке можно пошутить? В музыке можно шутить. Дело даже не в шутке, дело в какой-то ироничной дистанции к своей же собственной музыке. Я вообще не люблю музыкальных шутников. Я не переваю эти комические рок-группы, которые выросли из КВНов и прочих студенческой самодеятельности. Они могут быть высокообразованные люди, но в своих областях. Но их рок-группы – это... О, май гад. Очень люблю вот этих комиков рок-н-ролльных. Шутить можно. Лучше всего это делал Курехин и Фрэнк Заппа. У Фрэнка Заппа даже есть такая целая программа «Есть ли юмор в музыке?». Фрэнк Заппа довольно желчный человек всегда был, то есть такой недобрый. Поэтому юморок у него недобрый. Он скорее так... издевался над аудиторией. Арво Пярт иронизирует сам над собой и над собственной музыкальной традицией, что не каждому под силу. Человек должен находиться очень глубоко, он должен быть очень сильно укоренен в своей традиции и уверен в ней настолько, в ее качестве, чтобы позволить себе подшучивать над ней. Курехин был добрый человек? Курехин был добрый, но он был веселый. Мы не были очень близко знакомы. Мы пересекались довольно часто. Один раз мы с ним провели сессию репетиций перед тем, как поехать с ним на гастроли с поп-механикой. Я и наш тогдашний барабанщик. Мы, к сожалению, не поехали. Мы не успели сделать документы тупо. Это был еще Советский Союз. И надо было долгие инстанции пройти, чтобы получить этот паспорт зарубежного образца. И мы не успели. В итоге он обошелся местными музыкантами. Это было и в Австрии, и в Англии.
Но по этим репетициям можно многое понять. В частности, в первую очередь то, что он, конечно, очень любил издеваться не только над аудиторией, но и над музыкантами, которых приглашал на сцену. И это шуточки были не всегда добрые. То есть не такой уж он и добрый был. В жизни, наверное, был добрый, но нельзя сказать, что он был человек злой. Но то, что он совершенно очевидно выставлял дураками тогдашних звезд, пытался это сделать. Другое дело, что их харизма была настолько мощна, и это посыл сейчас уже не считывается. Но, да, он любил вот так вот немножко приземлить всех тогдашних звезд. Это, на самом деле, с его же слов, потому что его отношение к современным ему рок-музыкантам российским, в общем, общеизвестно. То есть он, в принципе, в грош не ставил, хотя и тусовался с ними. Встречал ли ты рядом с собой на одной сцене человека, про которого ты мог бы сказать, что это гениальный музыкант? Нам довелось несколько раз разогревать, скажем, западных звезд. В частности, один из таких концертов произошел в Ростове-на-Дону. Боже, кто же к нам приезжал? Это была группа Motorhead. У меня где-то есть фотография этой афиши возле Дворца спорта. Она была рукодельная афиша. Знаете, как в кинотеатрах художники рисовали афиши. Точно так же. Группа Motorhead, приписанный при поддержке Tequila Jazz. Я видел Леми за работой. Эта музыка мне абсолютно не близка. Но при этом, о май гад, это было так круто. Во-первых, мне было больно, как ушам было больно, когда вылез на сцену. И ощутил громкость, с которой они все это играют. Я не знаю, это реактивный самолет. Насколько я знаю, там было 10 киловатт аппаратуры только на одну сцену. Этой аппаратуры достаточно, в принципе, озвучить средней величины зал. И мы там с ними играли, мы были поставлены там в жесточайшие условия. Ростов-на-Дону никогда не забуду в этой связи, потому что у нас было всего 7 минут для того, чтобы выкатить аппаратуру, включая барабаны на сцену полностью, включиться, быстро настроиться и сыграть концерт. 7 минут – это то время, которое нам оставил Микки Ди, барабанщик группы Motorhead, потому что он решил настраивать барабаны очень долго после своего саундчека. Не обращая внимания, что стоит группа с гитарами, ждет, когда он свалит, чтобы сделать свой саундчек и сыграть как саппорт-группа. В общем, это было круто, просто потому, как он себя ведет, какая-то скала. Человек, который настраивал гитару Джимми Хендрикса, был личным ассистентом Джимми Хендрикса на фестивале Вудсток. Там не было кулис, но там стоит на краю сцены, контролирует Джимми Хендрикс, когда он начнет ломать свою гитару или что-то такое. Все эти штуки. И потом, когда мы вернулись в Петербург, мы летели на этом самолете и сели в один автобус. И уж когда въехали в город, где-то в районе станции метро Московская, по дороге из аэропорта, промоутер Декратов сказал: так, ребята, Tequila Jazz, все сейчас на выход, вот метро, ля-ля-ля. И дальше мы везем группу Motorhead в отель. А всю ночь до этого мы с ними выпивали, то есть какая-то была такая вечеринка общая. Не то, чтобы мы очень сильно общались с Леми, просто так. Рок-н-ролл, только со стаканами, все. И ребята стали покидать автобус, я был последний, я тащусь со своей гитаркой на выход. А Леми, как нормальный человек, он не сел в конец салона, он сел рядом с водителем. Помнишь, такие были автобусы, где сидит водитель, а на переднем сиденье рядом кондуктор или человек, который в маршрутке продает билетики. Да-да-да. Вот на это место сел Леми, рядом с водителем. Я выхожу, он оборачивается, видит, я ухожу. Говорит: а ты куда? Я говорю: я выхожу. Говорит: а почему? Ну все, метро, я иду на метро, а вы едете в гостиницу. Он говорит: так, промоутерам, мы сейчас везем этого парня домой, где он живет, а потом едем в гостиницу. Все понятно? Понятно. Они меня везут домой на 8-ю Советскую, где я тогда жил, а потом едут в гостиницу. Леми. Я в каждой стране в мире вижу десятки людей, которые ходят в футболках. Motorhead. Вчера вечером в Таллине видел такого. Который работал с Beatles, который играл в величайших группах еще до Motorhead, который работал ассистентом Джимми Хендрикса на Вудстоке, который довез меня домой в Ленинграде в 90-м каком-то году. Ну, это же нормально. Это рок-н-ролл. Вот в чем дело. Это норма, это круто. Поэтому рок-н-ролл – это не про музыку. Не то, что там человек гениально исполняет что-то. Он может быть не очень гениальный. Но если он соответствует критериям каким-то таким, их как бы нет рукописных этих критериев, что должен или не должен делать рок-музыкант. Ты можешь делать все что угодно, любое безобразие. Но есть какие-то вещи. Леми. Ты уехал сперва в Швецию, потом вас депортировали за отсутствие документов, но сейчас ты вернулся. Какие у тебя документы? У нас эстонский документ, эстонский вид на жительство. Мы
вернулись в Швецию уже по другой причине. У меня там арт-резиденция. Место при городском театре в качестве композитора в резиденции. То есть я там придумал всякие проекты. Единственное, пока что сделал полезного, это записал музыку для Наташи, для фильма, который мы показывали в Каннах. Ну, несколько песен еще. Вот. Кем ты себя чувствуешь? Папой Яшей и папой Зоей. И это оказалось самым важным? Это оказалось самым важным. На этом этапе точно. Гигантская работа с эго произошла за эти 4 года. Я вижу только пользу. Во-первых, для своего характера. Меня сильно исправила эмиграция. Начиная с того, что я перестал быть перфекционистом и заканчивая, в общем, работа с эго, что когда ты превращаешься в никого, вот так вот, первую же секунду после пересечения границы. Не сразу, конечно, потому что здесь в Таллине многие очень помогали, мои друзья, которые помнят меня по старым визитам и ценят какие-то мои заслуги перед русскоязычной музыкой, но тем не менее превратился в никого. В Стокгольме-то уж точно я там никто. И это очень помогает жить. То есть не ждать от жизни ничего и полагаться только на себя и на какие-то свои умения, которых оказалось недостаточно, чтобы покорять с блеском западную аудиторию. Но ничего, мы работаем над этим. Как показывает переписка Набокова с Добужинским, с прочими людьми, и с Верой в том числе, когда они в те дни, когда они не встречались. Им десятилетия приходилось очень трудно. Ты думаешь, у тебя есть время впереди? У него, конечно, меньше времени, чем у Набокова, потому что он уехал в совсем молодом возрасте. Но на то оно есть у детей. Что после смерти? У меня была клиническая смерть в 1975 году. И некоторые описания в некоторых источниках точно совпадают с тем, что я помню. Это не что-то такое экстраординарное, ничего особенно эзотерического. Каждый видит что-то свое, скорее всего. Ну, там что-то есть? Очевидно. Я там был какое-то время, меня оттуда вернули, но мне защитили пару диссертаций, потому что у меня был случай... Что случилось? Мне вот сюда, видишь, у меня в башке дырка. Это я коснулся головой электрического провода 6000 вольт. Высоковольтная линия передач. Да. Я с головы до ног выглядел как обгоревшая головешка такая из костра. По описаниям. Я этого не видел. Это в Сыктывкаре было? Да. Это произошло 2 мая 1975 года. Как-то я выжил, я ничего не видел какое-то время, я был слепой. И я помню это ощущение, когда... Помните, я рассказывал сегодня про Caretaker, вот эта музыка, которая доносится откуда-то. Вот это ощущение этих звуков. Может быть, и музыка была, может, еще какие-то голоса, какие-то плачи. Такая, знаешь, что-то пурпурное, какая-то черточка, которая становится ярче, ярче, ярче. И потом, видимо, ко мне возвращается сознание. Я помню вот это сознание, что это лампочка. Это вот эта спиралька на лампочке. Это было очень увлекательно, потому что я еще ничего особенного не соображал, но лампочка становилась все ярче, 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 ярче. И каким-то утром я, видимо, проснулся. То есть это развивалось таким образом, что это лет 5 я не мог на солнце находиться вообще. Для меня солнечная погода была наказанием, потому что я не мог солнце переваривать. До сих пор это происходит, когда концерты какие-то большие, и там фонари светят. Я всегда прошу светителей, ребят, сделайте поменьше огонек, потому что я не переношу солнце. А Бог? Есть Бог? Ну, конечно, есть. Только не тот, как его рисуют. Так, как я увидел то, что там есть, так, как мне, наверное, какой-то мой идеал. И эта картинка, в принципе, совпадает с тем идеалом, с той картинкой, которую я вижу, когда слышу свою любимую музыку. Или, наоборот, даже не любимая, а какую-то музыку, которая переводит меня в состояние какой-то гармонии. Но ты верующий человек, ты ходишь в церковь? Я хожу туда, я даже там пою иногда. Вот я сейчас пел мессу первый раз в жизни на эстонском языке. Позавчера. Какое-то время даже было моей работой. Я ходил, пел в православном храме. Моя тетка еще с советских времен, она главный регент в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге, который прямо за углом из квартиры Бродского. И она меня привлекла в какой-то момент петь. И это у меня было очень смешно, потому что поешь службу, и утром, и вечером быстро поешь и бежишь на концерт в клуб «Там-там». И я не вижу разницы, потому что для меня музыка, в принципе, абсолютно действие, лишенное религиозного аспекта, ритуального в первую очередь. Потому что лучшие концерты, которые я видел, рок-концерты, например, они все абсолютно произрастают из какого-то ритуального начала.
Это Ник Кейв, это Штурцен Баутен, Дэвид Боуи. Это все какое-то место, вне зависимости от деноминации. Всегда. И поэтому я слушаю очень много музыки, которая написана для исполнения в храмах. И меня, кстати, это спасло, потому что я проводил огромное количество дней после первого дня миграции, первые месяцы. Я просто приходил абсолютно пустые храмы города Гетеборг. Там вообще храмы пустые, они там концерты делают, чтобы хоть кто-то приходил. Но в дневные часы там репетируют музыканты. Там кто-то играет на органе, кто-то играет на виолончели. Иногда это везет и поют целый хор. Ты приходишь, садишься сзади, они там репетируют, и ты слушаешь, и это вау. Либо это концерты бесплатные. Билеты дорогие на концерты классической музыки. А в церкви ты можешь послушать бесплатно, да, это очень помогает. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие, конечно. Потому что милосердие сейчас, а справедливость потом все равно. И может не от тебя. Кто-то возьмет на себя этот тяжелый груз быть справедливым, может, он тогда осмелится. Я это говорю тоже гипотетически. Я не знаю, что произойдет, если я увижу Путина вот здесь рядом. Я, может, забуду про милосердие моментально. А, скорее всего, забуду. А что бы ты хотел? А может быть и нет. Я не знаю. Я хочу, чтобы он жил долго. Долго. Но в тюрьме. Свобода или стабильность? Так распоряжается история нами, что все-таки свобода. Потому что если бы я был за стабильность, я бы сейчас в России сидел. У меня была прекрасная многометровая, там, по 200 квартир в Петербурге с сауной. 2 автомобиля. Lower mid-class, что называется. Хороших работ очень много. Писал бы еще музыку для сериалов, горя бы не знал. Их сейчас много снимается, всякого говна. Хлеб народу, зрелище и так далее. Если бы я был за стабильность, я бы был бы там, наверное. Я идиот. Я выбрал свободу. Правда или безопасность? Что ж вы такие дуализмы-то любите ставить? Правда или безопасность? Ну, правда, конечно. Я свою биографию сейчас уже все говорю. Родина или истина? Истина, конечно. Наша Родина – это планета Земля. Что будет дальше? Дальше будет бесконечность. Дальше тишина, как у Шекспира. У нас будет хорошее кино, саундтрек к хорошему кино не нужен.